Всем доброе утро, друзья. Итак, время... Сколько времени-то? 5 утра. Мы зацепились, собрались. И мы выдвигаемся в Коми СССР к нашему другу Андрею. Канал Рыбалка с Дрюней 11 Рус. Итак, в путь. Будем пока по дороге, покажу какие-нибудь еще эпизоды. Друзья, всем привет. 25 ноября, 10 утра, деревня, ребята. Ну, уже поначалу уже поняли, что что-то нарисовывается. Да, друзья, наконец-то свершилось. Братулец ко мне едет. Едем на рыбалку, на первый лед. Я думаю, мы его найдем. Почему будем искать? Потому что, ребята, качели сумасшедшие. У нас вчера был сильный дождь, позавчера был снег. И вот, короче, вот так в протяжении всего вот этого времени. Да, лед мы уже открыли. Кто смотрел, тот видел. Ну, в общем, качели, ребята, страшные. Такую осень я давно уже не припомню. Точнее, я вообще ее не помню. В это время обычно уже снегоходная тематика. Уже все в деревне гудят. Ну, а здесь вот, смотрите, ребята. Здесь снега как и не было. Шуга то идет, то ее нету. В общем, возможно было даже съездить еще по налиму. Но уже все убрал, лодочки, все уже все-таки зима. Рыбалка зимняя. Ладно, ребята, предыстория небольшая. Пашка с Москвы. Кто на канале, тот знает, кто такой Пашка. Вот такой человечище, ребята. Мы с ним в протяжении всего этого года на телефоне чуть ли не каждый день. Это мой как брат. Я не знаю, в общем... На созвоне хотели мы организовать рыбалку еще, ребята, в Астрахань. Не получилось у нас. Пашка хотел приехать по первым грибам, по белым. Не по первым, а по белым. Тоже не получилось. Первый лед, когда я выезжал, были какое-то понимание. Но Паша говорит, давай, говорит, лучше подождем морозов. В Оконцове, блин, опять не получилось. Сейчас, в общем, едут. Не только Паша и я, а едут еще Серега и Андрюха с Твери. Когда я был в Тверской области, познакомился с ребятами на льду. В общем, они тоже едут. Изначально было непонимание дороги, потому что Паша уже едет 15 часов за рулем. И, в общем, тяжеловато в одно лицо этот проделать маршрут. Понятное дело, что здесь мы отдыхаем. На следующий день мы выезжаем, но мы очень много теряем времени с дорогой. 2 дня туда, 2 дня обратно, 4 дня просто дороги теряется. Решил Пашка взять Андрюху, так как у Андрюхи есть свободное время. Все вроде договорились, у нас на WhatsApp каждый день какие-то перемены, какие-то что-то еще, живец, брикеты, продукты и так далее. Так как едем на 4 дня, планируем. Ну и тут потом Серега. Блин, пацаны, говорит, у меня тоже есть свободное время. Короче, Андрюха едет с Серегой с Твери, везут снегоход, прицеп. А Паша едет на своей машине, в общем, до меня. А вот, я тут потихоньку на сборах. Потихоньку тут готовлюсь. Братулец у меня уже подъезжает через час-полтора. Вот, он выехал вчера вечером, в 7 вечера, в общем... где-то на подъезде. Ну а мужики с Твери выехали в 5 утра и, соответственно, будут поздно ночью. Здесь мы уже грузимся, перегружаемся в 2 машины в прицепе и, в общем, едем уже на точку. Едем, ребята, туда, где я открывал лед. 300 километров плюс отсюда. Так как у нас здесь еще, ребята, ничего нету. Точнее, был лед, даже вставала курья, даже вставала яма на реке. Ребята местные ездили, но вот эти дожди, ребята, убили всю рыбалку. Короче, ладно, ребят, что на сборах, жду братульца. Красавчик, молодец, что стартанул, не побоялся. В общем, сегодня у нас, ну, как бы так, что-то как-то. Соберем сумки, продукты, я привез хлеб свежий, сейчас заезжал в пекарню. Не знаю, в общем, я на мандраже, ребята, вчера не спал, сегодня не спал. Все вот эти переживания, что да как-то, почему, вот все вот эти моменты. Паше получается 1500, плюс до места около 2, а ребятам вообще с Твери получается больше 2000 километров, получается, до точки лова. Серьезный такой маршрут в плане и
финансового вопроса и ну, вообще как бы всего этого. Дорога сложная, тяжелая, ну вроде как все едут, все нормально. Все, ребята, ждем братульца, ну а пока на сумках. Короче, тут немножко был ответственность за продукты, так как ребята поздно приезжают, чтобы уже ничего не контелиться. 7 буханок хлеба свежего. Вот у нас такой хлебушек делают, еще горячий. Соки. Лариса Юрьевна мне здесь тоже в дорожку сделала. Салат оливье, картошку вареную, короче. Здесь вот столько баночек выделили. Тут, короче, все, и корка своя. Вот, короче, все отлично. Водичку взял, 10 литров. Сачка немного там, 6 пак. Короче, вот так по мелочи. Что-то пацаны везут. Короче, не знаю. Надо пацанов кормить, чтоб не оплошать. Картошка, лук. Все здесь, ребята. Все грузим. Вот такие сумочки использую. Очень мне нравятся. Отличные сумки. Отличные сумки. Хрен знает, ребята, Пашу знаю уже 1000 лет. 2 раза к нему гонял в гости. А вот знаете, мандраж такой прям вообще вот как будто вот прям вот, ну не знаю, вот ответственность вот. Не то, что ты вот едешь, ты вот встречаешь гостей, как бы понятно, что все налажено, как бы все понятно. Но, блин, такой мандраж, я хрен знает почему. Вот. Скорее всего, потому что братулец не последний человек в этой жизни. Он много чего сделал для меня. Как бы и, блин, эту поездку прям хотим серьезно, ребята. Серьезно, так знаете, побаловаться рыбалочкой, потому что едет новая палатка. Братулец взял комплект новый, шикарный. Новые гаджеты, блин, всякое разное. Просто понимание было, что Паша едет, а потом резко бац, еще 2 человека. И, соответственно, вот этот цирк-сброд, ну, короче, вот так как-то. А вот, ну ладно. Все, ребята, где-то он уже в коме, где-то уже на подъезде. Кстати, спрашивали по поводу лодок, что да как, Андрюха, как, что. А вот, ребята, этот прицеп стал под моего Роджера 4 метра, просто идеально. Вот этот прицеп прям под нее. Все шикарно. Под ставнем подошло. Все, я ездил ее, мыл. С Юрином мы забрали ее с реки на Ниве. А вот водометку, ребят, пришлось вот так накрыть теном. Кинул на покрышки, потому что пока у меня ничего не готово под нее. Нету прицепа, как минимум, и нету гаража, так скажем. Ну, это все в будущем. Будем что-то думать, будем что-то решать. Потом я ее просто скину, ребят, и утащу снегоходом задом в гараж. Видите, такое расположение, бараки, квартиры. Блин, места очень мало. Все как-то занято. И, соответственно, вот такие вещи, блин, мне некуда положить пока. Ну, будем думать. Все будет нормально. Да, не успела, конечно, походить. Но ничего. Впереди сезон, ребята. Еще успеем. Все. Я потихоньку там собираюсь. Братулец где-то на подъезде. Добрался, проверяющий, наконец-то. Сколько можно ждать было, сколько можно было ждать. Что ты, братик? В легкую я это сделал. Наконец-то. Я тут вообще тоже его один класс не заснять оставил. Мы снимаем ровно. Вот так кажется, ты тут живешь, да? Вот моя деревня, вот мой дом родной. А вот это?
Фу, ребятки, ну все, в принципе, братулет спит. Самое главное, 17:26. Вот. Все у нас готово, все упаковано. В принципе, нормально. Еще осталось дождаться Тверскую банду. Приедут в 12 в час ночи. Нужно будет накормить и в путь дорогу. Вот. Так что как-то так. Наварили борща, картошки жареной, огурчик, помидорчик. Все как полагается, ребята. Вот. Ну, короче, потихоньку, ребят, выезжать начинаем. Добираемся, выезжаем, не знаю. Главное, чтобы ребята без происшествий добрались. Все было хорошо. До Первомайска повернули, да? Так, все, под... Я сейчас буду сопровождать. Ну он фиг его знает, идет он к дому. А, и вы прям в дом вбили, да? Первомайская 22. Бродяги, Тверские едут. 59 регион. Ноги, спина! Ну ты уже, наверное, первую неделю ждешь. Фу, ребятки, ну все вроде. Тверских встретили, быстро-быстро загрузились, короче. Не стали мы ничего тут. Быстро чайку попили и погнали. 1:30 у нас. Ну, короче, дай бог 6 доберемся. Да, братик? Да. А вот, короче, сейчас пацаны у меня на коме земле. И сейчас прокачу немножко их. 300. Ну, уже сотку-то проехали, не получается. Вот севернее идем. У нас, кстати, подморозило, -5 уже показывает. Хотя вот Пашка приехал, было +1 что-то даже. Морозец. Там уже, значит, хорошо, в районе Червонца. Вот. Ну все, что, погнали. По тихой грусти, как говорится. Фу, ну с Богом. Ну что, с Богом, мужики? Да, Богу, слушай, говорю, спросил Пашу, вот так сейчас он говорит, фары не слепят. Фары нам не слепят. Не-не. Нормально, все четко. Тоже одна не горит, кажется. Ну, Нормально. все, полетели тогда. Все, с Богом, да. Давай.
Так, ребятки, ну чё, все. Здравствуй, озеро. Здесь было очень много воды, очень много снега. Но я так понял, что этот, ребята, снег с водой замерз. И это хорошо. Это хорошо. Это, ребята, очень хорошо. Нормально. Там уже рассвет, если видно, ребятки. Все, мы прибыли. Тяжелая дорога, я устал. А как парни устали, это жесть. Но лед есть, уже радует. Перчатки на коленки. Штаны. Штаны. Неужели я в какой-то из этих сумок видел? А, вот в этой, наверное, да? Да. И нож, наверное, тут, да? Там все, ножик, все там. А хлеб какой? Что ты знаешь, что заснять и как правильно? Смотри, чтобы думалось тебе легче. Ну, Андрюх, Блять, нет, это называется выключатель, Паша. думайте нахуй. давайте, ребят, за встречу Щас мы, Андрюх, да. на твоей Поверь, северной земле. сейчас мы 10 минут и на ту сторону сгоняем уже. нахуй. Нормально, если Мы, конечно, это самое, как говорится, ехали, хорошо доехали, дорога хорошая. Даже понравилось, лучше, чем у вас так. намного лучше. Спокойнее. И Там даже, после Волгограда-то. да, такие вот. поэтому вы это самое. Давайте. Давай, за встречу на твоей земле, Андрюх. Не дается, бери по одной, а не по два. Куда-то местные пошли, надо следить за ними. Ой, друзья Сергей Иванович, сейчас он их быстренько обсвернет. Ты говоришь, упаковка ночь, да? 3 печки. Андрюнь такой, говорит, давай вертовский. Он лезет, ебать. Он первый есть свой. Андрюнь, а у тебя что за этот, за шуруповерт? А китайский Редберг. Понятно, я тебе покажу, что такое метабл. 7, может. И сверху 3, да? Ну, наверное, да. Ну вот такой. Нормально. Вот
Сразу оживают, как, блядь. Родная почти, ебать. Вообще родная. Приехали с Твери, да, в Коми, блядь. Родная водичка, нахуй. Кузя откуда живец Ну-ка, приехал. смотри, ты говорил, вода, смотри, вода какая в чашке прозрачная, ёпта мать. Чистая вода, чистая. Давай, Лучше палатку по-любому делать. Ну, Утра, почти, утра пить. почти там, братан, уже там промерз. Слышишь, блин? Пока тут, ребят, собираемся, машинка залетела, воды много вышло, лед, провалились. Вот, пришлось дернуть, цепили прицеп, ничего страшного, помогать надо всегда, ребятки. Уже расцветает, ладно, что, не спешим сегодня, потихоньку, помаленьку, делов много. Снегоходы, сани собираем, грузимся, проверили лед, вроде как более-менее. Есть, получается, тот лед, по которому я еще ходил здесь. Потом вот вышла вода, она начала промерзать сверху и прослойка сантиметра 2. Так получается 11-12 сантиметров. Думаю, снегоход будет держать. Хотя Андрюха говорит, тебе, говорит, первый рейс. Опыт у меня есть, тем более техника не моя. Так что сбоку с Андреем поеду. Пускай сам отвечает, еще не дай бог. Ну, я думаю, нормально, ничего страшного, выдержит. Все хорошо, промерзло. Такие дела. Классно, ребятки. Набрались. Блин, башка не соображает. Я до этого 2 суток толком не спал. Эту ночь не спал. Вот не могу спать и все. Вот, блин, переживаю что-то и все. Столько бутера, что мама родная. На мой холодильник принеси. Ему ничего не будет. Это что? Да, там студия. Там студия. Все, бля, можно накидывать тут сейчас это хуйни мелкой. А, подожди, Дрюш, стол. Где мой стол? Что? Оставь полы мягкие, пока не грузи. А, стой, подожди, стол, наверное, не надо будет, потому что тогда это... Да. Так, не надо стол. Полы давай оставим, вдруг я на них поеду потом. Да, полы оставь. Я потом на них сяду, сами буду ехать в санях. Сюда можно мелочевку вообще вот так укладывать. Чего угодно. Давай. Ну, если ставишь ту сумку, там главное, чтобы не продукты, не бьющиеся. Вот продукты. Где? Тогда вот те, Саня. Ну что, вот так по прямой, да, Дрын? Давай вот так пробуй. Давай, тронуться самое главное.
Так, ребят, что, долетели, что, монолит? Монолит, реально монолит. Капитальный монолит. Боялись черные пятна вот эти, но нормально. Правда, нету снега вообще. От слова совсем. Ладно, что, разгружаем первую партию. Едем за второй. Дрюнь, нет, знаешь, Давай, тут двое саней. Вот. все, этого остального можно уже так снять, а мы так. Попробуем здесь что, как говорится. Да, хлеб, главное хлеб, блин, доехать. Хлеб, 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 хлеб. Опа. Я стукну сюда, навозим, здесь буду собираться. Здесь, да, куча будет нормальная. Ребята, только первая партия. Еще не все. Еще в машинах. Да, Андрюх? Мы за вторую вместе с ними, я имею в виду. С пацанами, думаешь, не заберем? У Пашки в машине. У меня там уже фигня стоит. Знаешь что? Какой-нибудь, мне кажется, этот. Один там, ну, не раскрыл. Здесь он так будет держаться. Да, я думаю, он так будет держаться. Что, гоним дальше? Поехали. Вторая ходка, ребята, отвезена. Третья сейчас будет с нами. Со снегоходом еще проблемы там с Лизой. Даже один, да, Андрюх? Знаешь, что думаю? Надо менять, это как его? Надо вообще не менять. Надо снять нахрен вот этот расширитель. Стоит с этой стороны. Вот эту всю длину. Оставить один выше. Ну, с коньком, да? Без конца. Без конька не повернешь. Хуй с ним. Ну, по крайней мере, ты будешь ехать. Потихоньку он будет поворачивать. Но суть А это в том, сколько болтов? Раз, два, три, четыре, пять, 10, тут надо вот 20 эти вот болтов. маленькие открутить. Вот они. О, блин, это дела. Блядь, ну а Вот эти сзади. Ее Доехал. скинуть надо. ну, а мы не доведемся, чтобы там этим заниматься. Может быть, даже, знаешь, без расширителя, может быть, и конек Андрюх, оставим. Андрюх, конек центральный надо оставлять. Ты не повернешь вообще. Не развернешься, ничего не сделаешь. Ты же видел, вот так все будешь кататься, как барелина. Надо что-то думать. Может, с проставкой здесь что-то, нет? Нет, ну, его просто стерло нахуй. Стерло, да? Надо же, да, он должен вот стоять. Я Видишь, понял тебя, понял. пустота. Ему упираться нет. Блин, Он на видишь? жопе есть, Хотя бы стежок был бы, да, он поднимал да, бы. его поднимало. Да. Что, давай решать, что, пока светло. Нет, мы давай сейчас, блядь, Может, там решать как-то, сможет заехать? А он, говорит, один не едет. Он, я видишь, один смотри, вообще, бля, еле он приехал. не может повернуть, блядь. Ладно, что-то сейчас давай решать надо, подумать, как лучше. Как доехал? Нормально? Все, ребята, добрались, мы добрались. Третья ходка, полные сани. И вот этот, как будто самолет этот, знаешь, с вертолета скинули. Экспедицию, блю, ё-моё. Охренеть вещей, ребята, жесть. Короче, в эти кусты будем забиваться. Будем пробовать здесь. Стратегия новая. Есть понимание, будем пробовать. Много времени потеряли заездом. Там у нас, короче, коньки сточились, в лед упираются и снегоход не идет. Ну, короче, 3 ходки пришлось сделать. Шпилька много. Ну ладно, мы надолго. В общем, будем пробовать новую локацию. Хотя вот
прошлый раз хорошо стреляла вот там. Ну там ребята подъехали местные. Да и как бы неохота как бы пробовать, ну, стоять на том же месте, где стояли. Будем пробовать на другом месте. Вот такие дела, ребятки. Так что, ладно, сейчас быстренько какие-то вещи и погнали ставить. Уже 10 часов, уже утренку прозевали. Да. А, снизу бери, они там поживее. Ребята, ветруган вообще море. Труба. Ну что, начали выставляться, что, потихоньку. Парни там палатку уже поставили. Потихоньку бутером занимаются. А что мы? Надо жалиться поставить. Что, я с братульцом в паре. Серега с Андрюхой в паре. Как бы все равно быстрее. Там уже я мясо там привез. Мариновал шашлычок сегодня, ребят. Ветер, не знаю, как снимать. Задувает, ребят, наверное. Ну, как-то так. Шуруповерт что-то не бурит. Не возбудился, что ли, еще. Промерз весь. Вот. Как-то что-то, блин, вроде как бы в прошлом году все нормально было. И со снегоходом все нормально было. И вот, пожалуйста, как-то так. Ну ничего, работаем, ребят. Погнали, берем. Берем расширение. Так, ладно. Помимо того, что бурюсь, сразу помогаю собирать, выставлять. Вот вчера отметил, ребят, потому что у нас будет их много, таких жерлиц. И, соответственно, чтобы было понимание. Так. Сейчас братульцу раскину, а он потом просто будет живца насаживать, ходить, выбираться. А я продолжаю. Сейчас мы это быстро раскидаем. Что, тем более на опыте уже, соответственно, сложностей никаких не будет. Опа. Все, я сейчас две взял. Погнал, отнесу. И идем дальше. Вот так и погнали.
Возле лунок или отмеряюсь? Я отмеряю, давай вот эти. Попробуем. Прям вообще правильно. Ну, что правильно, братан, тут же у нас груза есть. Ставь, братан, как хочешь отмерять? Давай. Вроде шуруповерт возбудился, ребят. Начал бурить. И то еще не полностью промерз, на льду лежал целое утро. Вот потом, ребят, он возбуждается и начинает работать. Блин, гололед, конечно, капитальный. Не знаю, что-то как-то работает не так, как нужно. Так, ребятки, ну что, погнали. Просили обзор. Завтра покажу, ребят, обзор. Блин, ветрено сегодня. Завтра покажу, ребят. Буду поспокойнее. Уйдем далеко, да. Раз, два, три, четыре. Там, братан, карась лежит на льду. Поставь, пожалуйста. Вот потихоньку, ребят, расставляемся. Помаленьку. У нас новые комплекты. В общем, перехожу на вот эти жерлицы. В этом сезоне буду на них рыбачить. Я так думаю. Ну, а те старые куда-то все равно в какие-то экспедиции, куда-то, где там сложно добираться, там что-то еще, потому что, ну, комплект интересен, но он объемный, ребята. Вот. Короче, берем вот это уширение, сужением забираем. Ну, как бы разведка. Погода поменялась кардинально, идут морозы, была оттепель. Сейчас рыбка все равно, мне кажется, болеет маленько. Ну да ладно, парни приехали. Это не важно. Важно, что мы на льду. Его нигде нету, а мы на льду. Такие дела. Карасики у нас, ребята, и крупные есть. Всякие. И мелкие, и крупные. Ну, через двойничок, как обычно. Через жабрику на двойничок. Туда его. На вам, бродяги. Идите, работайте. Хорош кататься. Столько проехали. Офигеть. Так, ребятки, ну что, дела идут. Ну, с напарником-то побыстрее, поживее. Вот момент, да, небольшой, да, братан, цепляется. Поэтому я тебе новые не стал пушки девать. Да. Пока. Я вот в кармане их ношу. А так как бы что, ну, сумки есть сумки. Я, кстати, братулец подобрал сумки сам от кальяна, короче. Да. Классно подходят, вот. На Валберсе где-то он там нашел. Вот, потому что сумки без этого идут. Вот Пашка, короче, конкретно грузиком отмеряться сегодня хочет. Приехал в Коми, говорит, хочу немножко, говорит, пальцы, говорит, сделать. Хотя глубина, ребят, одинаковая, в принципе, да? Ну, небольшой тут был свал, да, поймали. Был, да. Вот. А так как бы, да. Ну, тема прикольная. Вот многие, кто без грузиков рыбачит, вот именно на небольших глубинах этот груз вот не нужен. Он можно просто отмеряться, и живец там ходит сам в толще воды. Не знаю, конечно, может он и поднимается и ко льду. Ну, многие так рыбачат. Так, знаешь, как это? Вот по первому льду еще можно в толстый лед заводить без груза. Ну, без Живца груза. Да, тяжело. да. Тут-то что его кинул, он нырнул, как бы и ушел. Вот. А так нормально все. Ну вот, ребятки, что, так и жили, говорит, спали врозь, а дети были. Так, ребят, ну что, доставляемся. Сходили за вторым комплектом на базу, и у нас две сработки.
Пока непонятно, но вроде в тот край пока 2 сработки. Андрюха тоже доставляется. Серега ставит лагерь. Привезли мангал, как я сказал, шашлык там что-то, в общем, занимается. Ну, потому что времени мало, ребят, надо, чтобы кто-то что-то делал все равно. Вот. Но 2 сработки есть. На улице холодает. Чувствуется прям по рукам. Ну, дай бог, щучка. Может, братулец первую достанет сезона. Сейчас посмотрим. Ну вот, что-то помотало даже, ребята. Пашка пошел за зевником. Что-то ничего не взяли. Как обычно. Куча вещей, там все раскидано. Что-то там, что-то там. Не знаю. Ну, покрутила вот немного. А он забирает. Забирает, потихоньку держит. Мелкая, короче. Мелкая щука, ребят. Походу. А, держит, слышишь, братан? Да? Да, мелкая, походу, братуха. Можно даже потопать. Ну, крутила. Крутила, да, можно потопать даже. Тем более это моя, там 15 метров. Че, пробуй, братик, что? Ну, она, скорее всего, не отплыла далеко просто. Мелкая. Возможно. Мелкая щучка. Он вытянул в ту сторону. Ну, сам точно не мог. Да, что-то непонятно, но... Бросил. Раскрутилась, хорошо. Ну да, покрутила она. Так, ну ладно, вот у нас еще, ребят, там дальше. Непонятно пока. Полная вымотка. Новые жалятся, братан. Да, да. Тоже моя. Ага. 15 метров. 15? Сидит. Хорошая сидит. Вот туда скидываешь. Хорошая. Туда скидываешь. Так это у тебя первая, братан. В общем, разбираемся. Кажется, хорошая. Сейчас тут намотаешь ты делов. Есть непривычки. Просто сторонку. Да, я уже понял. Он туда ушел, в ту сторону. Может, с непривычки, не знаю. А, нет, нормально, братан, да. Килошка-то есть точно. О, красавица. Даже больше. Да? Полтора. С открытием. Спасибо. Красавчик. Жарежки есть? Вот, такая щучка. Братан, сам бросил. Ладно, нормально. Ага. Да. Братан, вообще там в топке, понял? Я взял с собой поводки все. Ох ты, поводок подвел. Да ладно. Дернул, да, и этот на петле почему-то. Ты взял поводка подставил? Но не знаю, братик. Все, ребят, доставляем в жерлицы. Ветруган стоит, конечно. Сейчас будем ставить палатку. Братец палаточку привез новенькую. Интересную палатку, там гидродно, там все дела. Вот. Поставим палатку и посмотрим. А так, вот 2 сработки пока. У Андрюхи там тоже загар был. Непонятно, холостая или что. Ну, в общем, как-то так. Пока вот так. Ну, утрянку мы жестко прозевали. Не попали на утрянку, но ничего не поделать. Вот это, ребят, я понимаю. Доставили жерлицы. Я на буре, потом подхожу к Паше. Беру, вымеряюсь и, короче, этот. У нас там жерлица, где щуку поймали. Там щуку оставили. Пойду, говорю, братан, заберу. Бац, смотрю, стоит. Иду дальше. Смотрю, еще один загорается. Прикольно. Вообще. Ну, вот опять какой-то выход. Она вот прям, знаете, вот так бьет очереднями. Как в прошлый раз. Бац-бац. Есть. Не одна сработка сразу. Бац-бац, есть. Такие дела.
А походу мелкая, ребята. Мелкая. Не знаю. Будем пробовать. Да. Мелкая щучка. Сейчас. О, что-то бодануло, вымотало немного. И все. Раз, два, три, четыре. Так, эту забираем. Эту забираем. Идем туда. Че, вытащил? Сидит. Ух, вот это ты щуку поймал, брат. Ну вот видишь, я тебе говорю. Смотри, какой живет. Вообще, да? Вот он большой живет, про который я говорил. Видишь, не стесняется, братик, понял? Давай аккуратненько ее. Можно. Да, попробуем. Смотрите, ребята, вот даже не поместился, а ударил где-то по голове и вот засеклась. Вот такая щука, вот она и стреляет. А там земник не нужен, братан, так Да, я боюсь. как-нибудь. Сзади дизайн. Вот даже не нужна вот она вот такая-то. А вот. Блин, таким земником я соревновал. Раздеру еще весь рот. Да, братан. Вот так вот там. Доставай. Очень мощный. Бабушку. Блин. Аккуратно, да. Спасти. Аккуратненько, ребята. А получилось на крючке. Вот так вот. Давай, подруга, иди за бабушкой. О. Че, живец живой. О. Ну вот они вот, ребят, так и вот бодают. Ну это очень слишком мелкая, конечно, щука. Вообще мелкая. Блин, ветер холодный. Ё-моё. Так, ребят, что, вернулся. Пашка там вот сейчас подходит. Но Андрюхи сейчас на глазах раз стрельнуло. И у нас тут бас. А у Сереги здесь вообще по красоте. Вот Сереги вот здесь еще лучше, да, У меня Серый? здесь нормально клюет. А тут клюет вообще У меня отлично. вообще тут загары постоянные. Вон, видишь, раз загар, надо глубину убрать, главное. Что, кусочки нормальные? Лариса Юрьевна мариновала. Так что С Ларисы Юрьевны спрос будет. А мангальчик-то, ребят, смотрите, какой именной. Сереги потом заберет его. Это одноразовый, это Андрюха с Питера еще делал. Спасибо, Андрюха. Занимается железом, вот, рисует всякие узоры. Вообще по красоте. Спрашивали. Я возьму эту, Максу скажу. Он на работе его полуавтоматом завалит. А, целиком, здесь еще русалки даже, да? Чтобы он не разваливался, полуавтоматом завалит его и все. Че, Андрюх, иди доставай. Твоя там ждет. Пойдем до твоей сначала сходим. А сейчас братулец подойдет, живет все равно у него там, да что? Все равно подождать. Ну вот что-то так, пока непонятно, ребят, что выставились. Или аэродром-то хороший забрали. Раскидались. Ну вот и да, Андрюх, это вот как-то оно так всегда бывает. Ну пока дойдешь, уже можно брать. Все, ребят, доставляем жерлицы. Ветруган стоит, конечно. Сейчас будем ставить палатку. Братец палаточку привез новенькую. Интересную палатку, там гидродно, там все дела. Вот. Поставим палатку и посмотрим. А так, вот две сработки пока. У Андрюхи там тоже загар был. Непонятно, холостая или что. Ну, в общем, как-то так. Пока вот так. Ну, утрянку мы жестко прозевали. Не попали на утрянку, но ничего не поделать. Так, ребят, что, вернулся. Пашка там вот сейчас подходит. Но Андрюхи сейчас на глазах раз стрельнуло. И у нас тут бас. А у Сереги здесь вообще по красоте. Вот Сереги вот здесь еще лучше, да, У меня Серый? здесь нормально клюет. А тут клюет вообще У меня отлично. вообще тут загары постоянные. Вон, видишь, раз загар, надо глубину убрать, главное. Что, кусочки нормальные?
Лариса Юрьевна мариновала. Так что с Ларисы Юрьевны спрос будет. А мангальчик-то, ребят, смотрите, какой именной. Сереги потом заберет его. Это одноразовый, это Андрюха с Питера еще делал. Спасибо, Андрюха. Занимается железом, вот, рисуют всякие узоры. Вообще по красоте. Спрашивали. Я возьму эту, Максу скажу. Он на работе его полуавтоматом завалит. А, целиком, здесь еще русалки даже, да? Чтобы он не разваливался, полуавтоматом завалит его и все. Че, Андрюх, иди доставай. Твоя там ждет. Пойдем до твоей сначала сходим. А сейчас братулес подойдет, живет все равно у него там, да че. Все равно подождать. Ну вот, что-то так, пока непонятно, ребят, что выставились. Или аэродром-то хороший забрали. Раскидались. Ну вот и да, Андрюх, это вот как-то оно так всегда бывает. Ну пока дойдешь, уже можно брать. Шашлычочек, да, Серый? На первом льду, да? Нормально. Или еще на фидер ловят. Ага. А здесь уже на льду сидим. Так, нужно один кусочек от меня досадить. Вот сюда можно, Серег, подвинуть. Здесь свежий, да, лучше подвинуть. Ну, подвинь, да. Да жаль. Видишь, подтаивает. Так подтаивает, конечно. Конечно. Сразу вода. Класс. Ну что там, братик? Она давно уже стрельнула, слушай. Ну, я сюда подошел, на глазах бас. Поворачиваемся, и у Андрюхи тоже бас. Наверное. Да, Серега там, слушай, мутит. Он чешую позбивал мне. Блин, зараза, вот эти мелкие щуки. Мы тут раз приехали тоже. Мелкая. А потом что-то бас и нашли крупную. Опа. Раз, два. Пикник на льду. Да? Да, это круто. Но. Пикник на льду. Надо, чтобы закатчик 5 был и идти. Так смысл. За одним бегать. Какой-нибудь надо промыть, блядь, тогда может он отмоется. А так бесполезно. А где? Какая-то тряпка. Есть. Паш, нет ничего? Салфетки искал. Сейчас. Давай попробуем, ну, привет. Растяжками ее прижимают. Вот тогда она, бля, стоит. Нормально. Она, во-первых, стоит, ниоткуда не поддувает, не холодно. Ну тоже, да, как такое-то, да? Но датчик Недоработчик какой-то, да? Да. Вот низ, юбка вот такая маленькая. Вот эта юбка, растяжки, все, бля. Почелаешь, но сделай это так же. У меня на этом, в том году, на этом Пентагоне вот так вот стояла и вырвала трубу, ветер такой поднялся, а мы спали ночью. Ну, в таких местах, тем более на озерах. Ее вырвало вот так вот, и труба, и у нас дым пошел. Хорошо, у меня датчик угарный газ, а мы с женой просто. И вот датчик закричал, я вбегаем, а она вся в дыму полностью. Вот по низу выскочили сразу. А ветром шалтало, и выскочили вот эти трубы, вырвали из трубы. Сейчас я вот на хомутах, у меня все трубы все теперь на хомутах сидела, чтобы гулять. И датчик угарного газа обязательно. Я уже положил, не натапливал, я уже положил. Кстати, блядь, у меня есть, а я не взял бы это. Я тебе, вон, у меня еще не есть, там, там дело такое, блядь. Надо, нормально. Давай будем пожить. Пока шашлык горячий. И что, как говорится, пока мясо горячее. Пока мясо горячее. я говорю, вот спас он меня просто в том году на женой. Палатка целый день давайте. была. Да. Будем. Давайте. Была пахнет. За трешку. Трешку. 3 флага стоит, да? 2800, да, Серег? 2800 Ладно. Давай 3/4 стал. Пусть стоят, хватит его смотреть, нахуй. Слышишь, вот еще встал. Хватит его смотреть, говорю. Ага, 4. И вот он пустой исходит, встал. Я только что сказал. Из новых. Я только что сказал. 5 станет и пойдем. Ребята, вы что? Куда нормально манила меня. Ты Манила, куда нас манила. привез, Брюнин? Манила. Я еще жирец не поставил, я уже рад, ты как вот у вас поплел.
Я только глаза провел, а где-то поворачиваю обратно, прям встать. 5, я же сказал, 5 встань, ты пойдем. Ну, кстати, как мясо. Мясо очень. Мясо вообще супер. Ты видишь как мясо, где оно? Я Видишь, где оно стоит? по маринаду как? Офигенно. Потому что Реально. Лариса Юрьевна мариновала. Попросил за контейнер. Лариса Юрьевна вообще респект. Могёт, ну. Передай респект. Хоп. Как ты написал? Я наловил, она готова. Я забыл. Быстро, ребята, голодные просто. Сегодня на первый день брали домашнее. Картошку там отваривали. Мясо мариновал. Юрина там салаты накрутила. Оливьюшку. Потому что кушать охота была, труба. Ну, пока вон сидели, что-то 5 загаров, ребят. 2 у Андрея. И 3 у нас. И самое интересное, что вот края начали щелкать. Там. Самые крайние, в общем. Ну, сейчас посмотрим, что. Может, что будет. А потом лагеря, ребят, ставить. Холодно. Надо домики ставить. Такие дела. Не знаю, Андрюх, что-то у тебя нет вымотки. Ладно, разберется. И где-то там еще у Андрюхи. А, вон там. Ну ладно, пойдем наши смотреть, Пашки. Так, полная. Не пойму пока. О, хорошая. Прям хорошая? Ну, полторашечка, точно. Идут как бревно, что та, что это. Ну, не мелкая. Ну как, килошка точно, полтора. Что, в лунку не залазит, брат? Да, она боком стала. Ну да, полторашка. Хорошая. Ровненькая, красивая. Четенькая, да? Карасик. Так, сумки не убрали, да? Крючки не убрали. Ты хочешь, чтобы самку возить, да? Кого? Щучку. Да вот неохота бы было в санках возить. Снега нету, блин. Ну да. Снег-то кровь вытер, да и все. 4 работает, брат. Что это? Крючки. Ага. Да, мои. Я себе 4 ставил, тебе 2 везде. Вот так вот. Вот так вот. Так. Дальше идем. Почти, да? Полно? Полная. Да. Погоди, брат. Нет. Что-то тут узелок, что ли? А, да? Да, подожди. Давай, тягай. Чё? Есть. Хорошо? Такая же. Кило 300 тащу. Ну да, она вот так вот идет, хорошо. Там стандарт. Не, поменьше. А, такая 900 грамм. Карася не дергай. Карасик живой вроде. А чё он на леске остается? Ну, да вот, чтоб не дергало, его не разбивало. Чтоб еще послужил. Смотри, тут что творить начало. Давай его этот успокоим, братик. Чуть-чуть дай ей. Вот так вот. Все? Все, хорошо. А то что-то чудит больно.
Так, зажим, еще зажим, как говорится. Так, ребят, третья сработка. Нету, да, вымотки. У нас еще 2 загорелось. Еще 2. Ну, помотала тут, слышь, чуть-чуть. Чуть-чуть-то помотала. Чуть-чуть помотала. О, мелкая щука, ну. Мелкая щука. Раз, два, три, 4. Так, ладно, идем дальше. Почти полная была. О, Хорошая? это хорошая. Да ладно. Душечка, наверное, прет. На меня пошла. Мушка это хорошо. Водоем тебя знает. Да. О, хорошая. Ну, да. Не, душки нету. Полторашка точно. Еще 2 загора. Еще встала, да? Нет, 2 же так и стоит. Ну, я говорю. Вон, братан, видишь поводочек-то? 20-очку, говорю, ставить. Да, Вот будет пасть побольше, но мне кажется, вот, 25 у нас. вот прям вот, видишь, на пределе. Жрет, потому что мощно. Первый лед, блин. Не знаю, у меня даже на пятак не заглатывает. Ну, вон, а тут видишь, вон что творится. Вот будет морда такая, то вероятность большая будет. Чуть побольше. Так приятно, ребята. Идем домой и все прям вдоль бровки, вдоль все к лагерю. Нормально. Что там, Патулец? Сбила, да? Голя. Ну вот тут, скорее всего, мне кажется, мелкая. Потому что это моя. Мелочь тут, наверное, скорее всего. А вон там еще одна. Да, там прямо возле лагеря, ребят, еще одна. Я посмотрим. У нас полная. Что, брать? Даешь? Еще в бок. Даешь? Ох, хорошо, значит. Блин, Андрюха, тащи это. Туда ты что-то тянешь, да? По ветру, да не по ветру, брать. Да, надо по ветру. Простите меня. Ну пока. Мелкий большой. Нормальная щука. Ну да, небольшая. Ну, 600 грамм такая. Ага. Ну здесь детский сад, да, здесь. На полигоне вот этом, ну. Ну и что, пойдет. Несъедобная. Вечерний выход. Ну вот в копилочку, ребята. 5 штучек того. Че, Андрюш, кто вы пойдем смотреть? Пойдем. Ну вот. Уже даже с рыбкой. Нормально. Нормалек. Нормалек. Пойдем Андрюхи смотреть. Тоже встал. Ложочек. пугается, блин. Опять агрень какая-то. Ну. Рядышком, да? Не сбивает. Да? Ну, я имею в виду. Да, ну вон есть этот. Зубики-то есть. Ну, зубики есть. Мелочь какая-то. Ну тут бодает у тебя. Она тут надоест тебе, походу. Да, завтра надо будет думать чуть. Балансир. Андрюха и доставать ее. Так, ну что у нас? В принципе, здесь походу мелочь. Там тоже непонятно, но там попалась такая. И вот в край я ушел туда. Там что-то подстреляло. Ладно, ребят. Время уже вечереет. Жерлица у нас как на ладони. Здесь расширение. И, соответственно, ночью фонариком подсветишь. Все будет видно. А пока на лагерь ставить палатку. Палатка новая. Еще ни разу не стояла. Будем
разбираться и смотреть. Вот туда, да? Да, и все. А потом палатка. А потом вот сюда прилипается, да? Да. Юбка. Юбка, ну. Что, ты хочешь, чтобы он полежал немного? Да. А, ну это гидропол, это, да, вот с краями, бля, вот это заебись. А потом теплый. И он у меня, знаешь, как делается? Он заправляется в юбку, кажется, не поддувает, не надо не засыпать ничего. Вот это заебись. О, загар. Да, да, мы видим. Загарчик, да? Сейчас я чемодан поставлю, чтобы не мешать. Ну, сейчас будем разбираться. Будем разбираться. Поперли. Зато она самая... Надо вон Сереге ее нахуй, ёпта. Да, она самая большая, какая была. Туда брал. Там подметь? О, Как он? да. Сейчас я поставлю, они встанут куда надо. Во. Все. Вот они у нас здесь будут.
Вот так и вот так. Стол. Понял? А мы как выходить? Один мы будем ставить в центр. Вот выходить, брат, смотри. Все нормально. Иди, зайди, посмотри. Да я все так, блядь. Все, четко. Я сплю, ничего не задеваю. Вон, магаз здесь. Все нормально. Ну пойдет. Ну вроде как-то вот упаковались, разместились. Новая палатка, Кубазонд. Продулец приобрел. Интересный вариант, крепкая, теплая, так говорят. У нас теплые полы, плюс гидродно. Ну все новое, что-то интересное. Разделка новенькая, двери новые. Вот сейчас размещаемся. Что-то как. 2 стола вот у нас. Вход один забираем, один открываем. Короче, ребят, будем тестировать. Все будем смотреть. Печку установили. Печка стала отлично. Фанерка. Плюс, ну, короче, 2 коврика. И здесь еще вот по стеночке идет. Ну, так сделано добротно. Блин, много всяких этих ништяков, таких интересных. В плане вот здесь стойки стоят. А это для прям мощного урагана. Чтоб не зажимало, не складывало, в общем. Еще отдельно идут. Ну, нам, в принципе, они как будто бы пока не нужны. Есть двери распашные еще. Как будто бы нам тоже они не нужны. Все-таки зима. Надо уже закрываться. Это когда летом, осенью ходишь, там хлоп-хлоп. А так да. Вот. Ну, короче, ребят, будем размещаться. Будем осваиваться. Все новое, все интересное. Разобрались потихоньку. Потому что у меня такого плана палатки не было. Паши тоже. Так, в принципе, кому-то все сделано. Везде утянуто. Здесь все вот, все изгибы. Ну, так, в принципе, вытяжки всякие интересные. Короче, будем, поживем, увидим. Нам жить здесь не тужить. Нормально. Отлично. Уже сил нету, если честно, с дороги. Это самое тяжелое, как сказать, времяпровождение на льду, когда ты заезжаешь и не спишь просто сутками. Ноги просто косятся. Ладно, нормально. Там Серега установил свою палатку. Там поставили стол большой. И у нас Андрюха тоже будет жить в одной палатке. Короче, у нас тут целый город. Но мы с братульцом, короче, вот в новой палаточке будем ее обхаживать. А вон, брат, смотри, что заметил. Ничего себе, я только сейчас заметил. Вон, смотри, под рукавички. Я даже внимания не обратил. Косыночки сделаны. А я думаю, блин, не хватает шапкой положить. А там еще есть дополнительные. А, еще и допы есть. Ну, это вообще круто. Короче, ребят, обзорчик потом. Как-нибудь днем, как-нибудь по светлу. Как мы сделаем здесь порядок, наведем. И тогда уже покажем. Пашка расскажет, где брал, что, как. И так далее. Ну, короче, так далее. Ладно, все. Будем размещаться. Все. У нас там сработки, кстати, 5 штук. Вот. Ну, в общем, нормально все. Класс. Будем ужинать. Пойдем, короче, балдеть к пацанам туда. А у нас здесь чисто этот, наша будет, как его, спальня. Так уже раз заведено. Потому что здесь стол уже большой не поставить. Тем более мы вдвоем, а пацаны по одному, как бы. Ну, Серега добрая душа говорит, давай ко мне. Так что, такие дела. У нас, конечно, вещей, ребятки, еще ух-ух-ух. На льду. Казаны, посуда. Тут что-то еще. Вон, дрова, вода. Тут еще мангал мы уже разложили. Ладно. Серый. Пустишь в гости? О, ребятки. Ну все, опять остыло, заходите. Жара у Серого тут. Вообще огонь. Серый, закрывай полностью. Вообще закрывай, да? Да, конечно, она же тлеть будет.
Вот. Сейчас разобрался с этой штукой. Так, да? Пришлось сделать. Нормально. Так, у Серого койко-место. И мы здесь будем сейчас ужинать. Разогрели. Надо еще поставить. Поставь, Ханука, раз на птичку. Давай, без проблем. Без проблем. Короче, вот такие дела. Серега, кстати, искупался, сушится. К берегу опасно, не подходить. Заехали. О, устал. Не, главное, что лед. Самое главное, мы сидим на льду. Ну, да. Снегоход стоит на льду. Ну так-то у вас открытие получается, мужики. Да, Я-то открылся уже, так что у вас открытие. Конечно, ну, хотя я с Твери выезжал -6, но до этого было все +10. Да, видишь, какая осень даже, ну, Вообще пипец. труба. У нас нет, я даже, знаешь, что, Андрюх, слушал этот, ну, говорят синоптики, ну, вот именно наш Тверь, вот Москва, вот тот Питер, к концу и этого декабря, дай бог, понижение температуры. Так будет вот такая ровная погода, 0, +5, вот так. Ну, это вот у многих, И да. сказали, что будет, вот, ну, в нашем регионе зима снежная, но мягкая, без сильных морозов. Так что... Лучики берем и лодку, нахуй. Да, я думаю, На что Новый год. еще троллингом походу. Давайте. Рыбалку, короче, все равно какую-то найдем, да? Да, конечно, найдем. Так что... Вы уже молодцы. Мы уже нашли, в принципе, зимнюю мы уже нашли. Да, открыли Пусть, сам пусть все нам завидуют. По крайней мере, да, если знакомых самый первый. Это точно. Там вообще не верят. Можно смело говорить, что мы в Якутии. И нам поверят. А тот как летал? В Якутию? Не, собирался, но что-то так. Вот это город, ребята, город Нью-Йорк. Так круто выглядит. Жерлицы вот эти данные. Вот именно вот с фонариком можно даже, ребят, никуда не ходить и понять, где у нас сработка. Вот я не знаю, как на камеру, но как будто бы один фонарь, да, а вот два фонарика — это загар, ребята. И на данный момент у нас 1, 2, 3, 4, ну что-то около 5 там что-то, наверное, виднеется. Короче, посидели немножко, перекусили, вышли погулять. Погулять по городу из Жерлиц. Красота вообще. Самая ближайшая Жерлица. Вот особенно, когда попадает именно вот эта проставка светодиодная, то вообще видно ее классно издалека. Бочком ставить. Бочком, да, бочком. Помотала, братан, и плюнула, понял. Мелочушка. Вот этот район у нас что-то мелочухи какие-то, но. Да, там ничего нет. Мелочушки. Завтра, возможно, эти жерлицы, если утром ничего не покажут. Не видел я ничего там. Потрепанные жестко, да. То мы будем их сносить. Обязательно будем сносить. Андрюк, что там? Блин, там что-то вон стоит. Ну. Нет, а у тебя там что-то? Не, я смотрел. Это, мне кажется, наши 2 флажка мне Слышь, у тебя так, знаешь, такое ощущение, как взлетная полоса, блин. Как трасса. Вот там 2, вот, да. Да, ну погнали. Погнали. Ну тут почти до конца прям. Ну что-то остановилось. Что, тягать будешь? Давай, работай. Сейчас, если будет полная. Ну, мелкая. Мелкая, да? Опа, там в лунке. Меняй, братан, походу. Не, Не, живой? Да, она мелкая была. Ну, она его держала, блин. Блин, вот этот край, да, сносить надо будет. Потихоньку. Что-то куда-то туда, потому что вот там все попалось-то. Ну, у нас тут 1, 2, 3. Вон там, вон. Да, и Вон там 2. 2. Там 2, да. Не, вся. Давай, Андрюк, бери. Чё это? Давай, братан, работай. Ладно, ты будешь снимать. Ну, тоже мелкая. Мелкая, да? Килушечка, может, около. Ну, килушек нормально тогда все. Все вдоль льда идут, понял? Вот в бок, видишь, Ну, они куда-то туда уходят, вот именно в ту сторону. Видимо, как шла, Да. так и это. Да иди сюда. Да что такое? Ты знаешь, что Перед лункой, что этот.
Свет убрать можно. Смотри, что творит. Смотри, вообще лунка не идет мелкая. Что, Ну, нормальная щука, братан. Ну, все равно очень упиралась. Нормальная щучка. Килошек, наверное, больше. Ну да, Сделай. кило 100. Сделай красиво. Так, очередная. Что тут у нас, походу? Не, ну что бросила бы. Бросил, ну. Причем там вообще мало хватало. Щука что сидит. Маленькая, что ли. Что? Не пойму, что. Либо живец бьет, либо щучка маленькая. Щучка, братан. Похоже, щучка, да, для живца больно круто. Да, щучка. Слышишь, Борис? Ну, вот эти вот они. Бля, вот кто мозги-то путает. Бля. Зараза, Даже не разматывай. даже не разматывает. Хватило. Так, следующая. Щепочки, она даже под руками, а вот тут она висит. Далечок. Или мелкая, вот как Или это. такая же, да. Живец? Мгм. Значит, Ну, такая вот же, это как у меня там хулиганит. пригорела. Таким тоже кушать хочется. Ну, конечно. Короче, боком тяжелее ставить. Во, Дрюнь, ну там же тоже ставить. Да-да-да. Там два. Две там, значит. Вроде карась уже такой не маленький, да? Угу. Все равно, блин, атакует, блин. Ты какой мне скале такой брал, там был Нет, ключ. я как бы. Тут ничего не делаю. Там два, да, два загорают. Ну что там? Братик сказал, тут крупная, да? Должна быть. Мотала. Походу, может, и сидит опять такая же. В стороне, он не считал лес. Изо рта вытащил, что ли? Изо рта, говорю, вытащил, кажется. Почти все выпутал. Чушка, ну последняя, седьмая, ребят. Ну да. А в том крае больше нет, да? Да вроде да, Андрей. Все видно, классно, здорово. Ну а здесь полная. Здесь полная. Вообще полная. Да, классно. Можно посмотреть. Кстати, уже ловили. Так, ладно, ребят, я Сделаю, и это самое крайнее, вот здесь, может, тогда, может, ближе к краю тогда. сделаю ритуал туда-сюда. Давай. Полная вымотка. Будем брать. Опа. Ну да. Вся такая, да. Чуть зашевелилась. Возьмуночки такие они, да, интересные. А свет-то она может пригорит. А, возможно. Вот не хочет вообще, прям не хочет башку свою вытаскивать. и всё. Такая съедобная. Вот такая. И ребят. дом, да, нормально. Вот сколько, мужики, вот сколько здесь? Ну, я думаю, что килишка около что-то. Около килишка, да? Ну да. Вот, а вот почему-то, не знаю, может на камеру так кажется, ну вот, ребят, так покажу. Не знаю. Короче, там смотри, что-то на йота там вообще. Нормально. Нормально. Ну, как будет. Ох, вообще, Нокдаун. прям гол. Прям гол, братан, сделал. Вот смотри там где. Карась там прям. Вот он. Я его тащил, он там. Не, брат, просто щипцами забирай. Просто вытащил у него с пуза. Угу. Вот так вот. Все красиво. Двоечки.
Ничего не мучаем, как бы говорится. Ну, было бы, наверное, неправильно, если бы она сейчас тут извивалась, и мы бы тут ее там ковыряли. Ну, вот как вот это, я не знаю. Так что, Андрюх, цепляй ее к рукам. Ну, 2 штуки, одна не считается, конечно. Ну, забрали. В принципе, за полдня 7 штук. Сработок было еще, конечно, столько же. Но 7 штук, в принципе, положили в копилку. Не считая утро, потому что утро самое здесь ценное. Ну, я думаю, тоже пойдет, как говорится. Он, Андрюха, не может распечатать в том краю. Хотя место тоже классное у него, серединочка. Уже есть понимание. Будем завтра работать. Перемещать. Ничего не остается, это всегда так было. Работа. Будем искать, найдем. Места здесь много. Так что. Реанимейшн. Реанимейшн. Вот. Все понял. Реанимейшн, значит реанимейшн. Новенький пошел. Вот, я, кстати, в телеге пост задавал. Говорят, нагревает. Да, Зажигалкой. натягивают и зажигалку прогревают, и красная все выпрямляется. А почему не новый? Ну, это, когда у тебя 100 штук с собой, это да, а когда нету, Ну да, что типа Слушай, это, кажется, не все не выпрямляются. возможно. ну, возможно, да, все зависит от чего, ну, из чего сделано. Тоже верно. Нахуй ты его слил. И мне тогда Он надо. его подмораживать. Сейчас просто сколько сливать, вот больше больше. О, нормально. Поменял воду под компрессор. А вот, наверное, жарко им будет, да? Знаешь, Вот, конечно. накрыть чем-нибудь. Нечем. Накрыть, да, ну так это, мороз такого нет. Палатки нет, палатки точно нет. Так, два на ребро, братан. Один сверху положи. Да. Ага. Домик. Вот, и пускай тут у нас чуть просохнет. Спальники прогреются. И один сверху вот так. О. Так, дальше. Ну вот тут как раз вот верхушку поджигай. Ну, то бишь соприкосновение 3. О, нормально. Пошли изыски, ребята. Вечерние. О, Оливьюшечка. оливьюшечка сейчас пойдет. Чуть-чуть так, слегонцу. Сейчас подкрепимся и спать, да, на боковую. Красота. Вот я тоже смотрел, не мог понять. Мотает нормально, хорошо. Шуруповерт. Нет, слышишь, что говорю-то? Чего? Я говорю, не раскидывай все лёд. Ему надо присыпать. Они улетают. Понял, но бревон сильно крутит, мощно. Это чей? Андрюх 150. Они просто эти жерлицы ветром сдуют.
Ночные прогулки, ребята. Парни уже все улегли спать. А мы что-то, Сереги-то жерлицы не выставлены. Решили поставить. Во-первых, заменили. Пашка все заменил там. Во-вторых, у нас сработки еще есть. Нормально. Такие дела. Работаем. Не успел заснять. Вот так хороший. Братулец потянул, блин. Короче, подошли, она начала крутить, почувствовала она. Такая, килограммчик точно. Да. Небольшой. Что тут запасать? Ну, блин, килограмм, да. Вот ровно. Около, да. 900 надо повесить, а то потом опять верить не будут, блин. 950, ребята. Вот даю ей 100%. Подошли, видел, да, как начала? Так тут полная. Не. Думаешь? Чуть-чуть. А, да. Выстрелы? Да тащи. Потопай надо просто. Любом стоит. Сидит. Что такая же? Килограмм. Блин, где у нас двушки хотя бы? 2500. Да, по трешечку. По трешечку, да? Парочку порадует. Братан отрывается. Ну да, блин, щучки. Щучки невелички вообще. Скромненькие. Да прикольно. Скромненькие, да. Скромненькие, ребята. Ну, как-то так. Двойники работают. Что тут говорить? Да. Вот сейчас опять вышли на охоту ночью. Время 9 вечера. Ну, последний, ребята, на сегодня. С Пашкой пойдем уже в берлогу. Вот холостая, походу. Все, у нас на этом дуэт закончен на сегодня. Здесь мелко вообще. Мелкая, да? Угу. Вот видите, ребят, что делает, зараза. Много тут ее пасется. Ну что это вот вообще шнурок? Загвоздь. Эти-то хотя бы такие. А это вот сейчас придется как-то выделываться. Как-то отпускать. Вряд ли отпустим. Как-то отпускать. А как отпускать? Карася, вот смотрите, хвостиком машет. Видали? Сейчас я вам посвечу. Вон карась хвостом машет. Вон карась где. И крючок вот здесь. Да. Двойники, конечно, убийца. Хорошие, да, но они... Убийца щуки. Капитально. Но кто рыбачит в ночь, я вот думаю, конечно, это прям, да. Не надо бегать туда-сюда. Может там по какому-то окуню или там судаку. Ну по щуке вот прям вообще туда. Перволетка прям забирается. Все. У нас как раз последний живец с собой взятый. Мы выставили жерлицы дополнительно у коллеги. Серега сегодня намочился. Да и вообще в целом парни устали. Ну сделали все. Все, пойдем в берлогу.
Пробуем сейчас ее. Ну, а что пробовать? Так, друзья, ну что, все, мы дома. Дом этот наш будет на 3 дня. Новая палатка у Паши. Завтра покажу обзор обязательно. Будем обживаться. Все, уже никуда не пойдем. 10 часов вечера. Все, парни уже спят тоже по своим кубрикам. Ну и покажу, в общем, как вообще обстоит обстановка там, здесь и вот так. Вот. У нас теплые полы. У нас, в принципе, Не только теплая, гидрополы, да. То бишь у нас даже если будет подтекать, подмывать, нам это вообще никак не грозит. Я в носках раздеваюсь. Все, заканчиваем день, ребят, подведем итоги. День тяжелый, не день, наверное, а уже 3-е сутки. Потому что у парней это как минимум дорога и что-то все это вот так. Немножко даже рыбу поймали. Завтра будем рыбачить, будем искать, будем пробовать, переставлять. Сегодня сделали все, что у нас возможно было. Вот, так что красота. Мы на льду, и первый лед такой, знаете, он затяжной. Вот, у многих еще нет его, так что, ребятки, терпите. А мы будем рыбачить. А как минимум сегодня ложимся спать уже все. Сил вообще никаких нету, просто на самом деле. Братва, так что давайте до завтра. Все, увидимся. Отбиваемся, короче. Все. Будем обживать новый дом. Нормальный дом. Добро, Лет? Да, мне нравится. Пойдет, пойдет. Я, правда, сам особо сегодня еще это. Да, конечно, еще непонятно. Значит, стемнело уже, когда поставим ничего. Ладно, посмотрим. Все, братва, давай до завтра.
Ребята, доброе утро. Ну что, проснулись. Вообще шикарно выспались, ребята. Блин, кайф просто. Теплые полы, конечно, это решают. Просто забили печку, наверное, во сколько? В 10. И юшку закрыли. Я, наверное, там 3-4 брикета положил. В 2 на подкладку. Там еще, короче, ну, все горит. Забили еще 3 до утра. До сих пор все топится, ребят. Вообще огонь. Тепло, красота. Единственный момент, что был всю ночь дождь шел. Не всю ночь, там где-то с 12 крапальнет, перестанет, крапальнет, перестанет. Под утро прям сейчас так обильно полило, блин. Ё-моё, погода, блин. В общем, как-то так, ребят, что, встаем потихоньку. Расчухиваемся, завтракаем. Сработки есть, сработок много. А ночью выходил, сработки были 3, наверное. С Пашей мы вчера вечером уже в 9 выставляли у Сереги жерлицы, и 3 щуки попалось у нас. Короче, можно ночью спокойно рыбачить, так понимаю. Вот. Ну, пацаны тоже вон загудели, просыпаются. В общем, красота, ребята, одним словом. Нормально. Все, что, завтракаем. Сейчас кофейку попьем, наверное. Вот. Умылся немножко. Вот. И пойдем мы проверим утренние. Ну и к обеду, наверное, будем переставлять вот эти угловые, смещать туда. Потому что здесь мелочь. Одна мелкая щука. Такие дела. Все, ребят, новый день. Так что погнали. Так, что, всем чаю? Не надо. Мне надо. Так, я буду сухой, насыпай, братан. Трещотку у меня. Я попольчику попью. А что для чего? Покрепче, нет? Не покрепче. Вот так, С Казахстана. Чуть не шлют. такой Черный. растворимый. Вообще огонь. Да. Ну, Ну, покрепче, он не братан, растворимый. сытный от души хоть. Мы просто так пьем его с Андрюхой. Так-то его заваривать надо. Вообще огонь. Но он заваривается в чашке заварится. Это мне пол не наливай, мне надо, чтобы молоко еще влезло. Я в курсе, я знаю. Красавчик. Надо это. Я знаю. У меня там есть маленький такой чайничек. Хорошо. Нужно Надо сделать, знаешь, принести. как его это, как заварник Да, сделать да, целый. да. За чистую Не, ну мы заварку. всегда завариваем. Я даже дома такой завариваю. Он сейчас, он быстро падает. Он не плавает. Он сейчас на дне будет. Просто до конца не допивай. Притулец. Заверни. Похоже, твой кореш ей. Да, Ну они же оставляли. живца половил, наверное, да, он едет. Так, Андрей, давай, это сахар. Так, ребят, что, Давай сюда. завтракаем? Доброе утро. Хорошо. Всё, у тебя Хорошо сахар. просыпаешься, Нет, когда на рыбалке, да, нет, сразу? нет, нет. Тебе сколько сахара? Сколько тебе сахара? Или 2. Ты говоришь, братан, колбаса душевная, да? Пробуй, конечно. Ну ничего так, хорошо. Огонь. Сейчас попробую вот этой. Ну вот варенку я не пробовал, я не знаю. Моя супруга любит это именно вот любительским жирком. Сейчас попробуем. Знаешь что? Хлебушка. Хлеб здесь. Хлеб ломать, наверное, надо. Хлеб ломать. Мужики ломать. Вчера уже начали ломать. Так что ломать. А что его корку там? Одну корку обломали. А это братулец вчера корочку обломил. Возможно. Бери. Я корочки люблю очень. Да ломай просто от души и все. Мне много не надо. Колбаски. Ну давайте чуть дрогнем. Не ради пьянки, а здоровья для. Ну, с добрым утром. Добрым утром. Я попозже. Страна. Я жерлички хочу проверять на свежую голову. Да? Да не, я что-то на голову желудок не охота. Душевный завтрак, друзья, на льду. Такое ощущение, братан, что знаешь, как будто апрель месяц. Тепло, чистый лед, вот этот снег и вот эта водичка. Знаете, такой не первый лед, а вот как будто последний. Загары есть, ребят, загаров много. Вот. И у Сереги вчера, который ставили, и у Андрюхи там пострелял. Нормально.
нормально идем. Так что это что-то ночные, что-то утренние. Короче, идем смотреть. Короче, красота, ребят. Тепло. Но сегодня вот уже будет похолодание. Сегодня ночью уже будет в час, наверное, -1, 3, -3. И до -6 спустится. А завтра уже там 8-9. Такие дела. Первый загар. Первая сработка. Помотало что-то чуть-чуть. А, он еще держит, братан. Вон, смотри. Мелкое оно. О, испугалась, что ли? Сразу видно, мелкое. Мелкое, да, брат. Скольцы без шипов, да. Сейчас раз и двушечка. Мелкая? Мелкая щучка, да. Вот куда вот такая-то вот она, смотри. Да и хватает, да, жадно так. Все глотает. Карась, бедолага, живой. Это хорошо. Да, братан, щипцы. Сейчас постараюсь извлечь. Ну вряд ли. Ну, живец самый настоящий, блин. За многих водоемов, да, это живец такой. Рыбачат. Да, да. Вот то, что вот двойники, да, они беспощадные берут, конечно, щуки. Да, у меня кровищу не отпустит. И брать ее, блин, такой себе, да? Ну, конечно, вот, допустим, она бы нам нафиг тут не нужна была. Земник нужен, так сказать, пасть. На. Труба сразу недалеко у нас вторая. Так, это натяг стоит вроде. Да. Ну, тут приятно. Ну, давай, братик, делай. По красоте. Давай. Что, завела? Какая рядом стоит? Никакой рядом нету. А вы Вытащил? так вот чушь, что как будто зажарился. Пружинило. Здесь сетки бывают. Вот, смотри, где она. Ага. Просто, ребят, жрет. В траве, видишь? Ну, в траве было. Жрет просто, вон. Вон где карась, вот крючок здесь. То бишь уже в желудке, блин. Ну да. Офигеть. Ну жрет, сразу видно. Вот после поимки, ребята. Ну, пока вытаскиваешь, тоже сдернули там поводочек. Ну, меняем. Вот. Должно быть все четенько, чтобы живец стоял ровненько. Паша даже вот откусывает петлю, то бишь меняем. Ну, зато уже если бахнет, то уже надеяться, как говорится, есть на что. А то вот потом, знаете, вот всегда там, блин, да у меня там крючок был ржавый, там поводок там такой был. Вот. Да. Так что вот как-то так. Ну, я считаю, это правильно. Щука здесь есть крупная. Как бы мы тут ловили. На 4, на 5 мы ловили те сезоны. А вот местные пацаны говорят, что и на 7, и на 8. Так что почему бы нет? Почему бы нет? Ну вот пока у нас ничего такого интересного. 1,5. Даже душек еще нету. Тоже кажется. Есть. Нет. Да? Давай. Теперь ты. А вот у Сереги, ребята, вчера мы с Пашей не поленились. Бац, бац, бац. Все подряд горит. Офигенно. Вот. А так бы постояли, да. Пролежали в палатке. Ну, зато сейчас глаз радуется. Так, что, тут берем, походу. Давай, давай. Что там? О! Да? Что-то более-менее? О! Да ладно. Вот она, брат. Да ладно. Хорошая? Ага, нет, слышал? Железо шелковое. Ты тянешь. Ну вот она. Какая? Серегина. Вот я поэтому вчера говорил. Вот она развернулась. Блин, у Сереги там леска море, да? У Сереги лески там море.
тебе про это говорил, да, вчера. Да, Погоди. Я катушку откручу и пущу ее. давай. Что-то еще? Нет, тут я не знаю, как эту катушку снять. Там просто выдергивай шарик. Выдави просто и все. Короче, замотало, блин, рядом. Сейчас непонятно, у кого попалось-то. Щука ходит, блин. Давай. О, на нашу попалась, братан. У нас? Да. Хочется хорошая. Там тоже рыба. Да? Доставай. Во как бывает, да? Вот она. С одной лунки две. С одной лунки две ловили, ребята. Но это у Сереги. Ну да. А это наша. Полторашечка. С одной лунки, наверное, еще никто не доставал. Причем живец, оба живца валяет, щуки есть. Так, что, пойдем по краю, да? Ну давай вот эту заберем сейчас сразу. Потом вот так. Ага, потом туда. Ну вот, ребят, как-то так. У Сереги лески просто много там. А вчера рядом поставили. Получилось, что и у нас взяла. Что, проверить хочешь? Что я делаю? Знаешь, мне казалось, что у нас работает. Да? Все, у Паши уже флажки, короче, горят везде. Да. Вот. Ладно, вот, на подходе. Очередная жерлица, сработающая ночью или утром. Тут не ожидается. Полная вымытка здесь, да? Давай. Что-то есть, что непонятно. Такая же. Немножечко, наверное. Около. Ну да. Пассажир подъехал. Ну, прям, наверное, Да, небольшая, но. что-то такое. А ест, блин, жестко вообще. Так. Очередная. Походу. Полная вымытка. Полная, да? Давай. Да, это хорошо. Химия. Это, ребят, хорошо. Так, ну что, щука, все понятно, ребята, жрет. Щука есть. А вот экземплярчик бы зацепить. Мелкая, да? Оп, пошла. Это тут рядышком было. Да, стандарт. Что тут говорить? Вон, ребят. Вот стандарт и все прет. Капитально. Вот сколько ее тут, да? Щуки? Да и очень много, братан, здесь этой щуки мелкой. Да очень много. Братан. Так, ребят, тут прям подряд две горит. Капитально вообще. Не полная, да? О, сюда умалек был. Сиди смешка. Мелкая опять. Да. Что с ними будешь делать, а? Ё-моё. Тоже заглох опять. Вот куда вот, ребята, а? Вот скажите мне. Да. И отпустить не отпустишь. Жалко. Да. Ну, значит много. Значит много.
Холостая, да? Ну, сразу видно, да, ребят? Что холостая. Мелкая щука чудит. Это уже ловили здесь, вон кровь на льду. Живчик бойкий. Ну, нормально. А, ну тут еще, возможно, сидит. Да, походу Мелкая. мелкая. Да? Да-да. Да ё-моё, блин, а. Ну такая. Грамм 800, может 700. Такой полкилочка. Ну да. Угу. Вот оно. Так. Тут походу, ребятки, что-то есть. Давай, братик. На трёху доставай. Натяжка хорошая вон. Ну. Трёхи нет. Нет? Стандарт? Стандарт, да. Стандарт, ребята. Сопротивляется что-то. Пытается. Ну, здесь-то там возле дома уже к полночке ближе. Начинает. Ну, слушай, нормально. Пойдет. Ну, килограмм золотой. Золотой килограмм, ребят, даже больше. Кило 100. Кило 200. А, кстати, сейчас позвешиваю. Ну да, сейчас это А то тут мне не верят, там фомы всякие. Специально покажу, ребят. Фигай. Так, ребятки, ну чё? Опять шанс на трофея. Есть. Вот, блин. Стандарт, да? Наш стандарт золотой. Золотой резерв. Вот такая, видите, ребят. Ну, как все как гонишь. Не, ну это хороший шут. Ну да, в плане вот еды, заготовки, да, самое то. Живет живой. Живет живой, но нужна операция. Ну что, ребят, стандарт щука. Работок много. Мы вот прошли по кругу, получается. А те уже первые уже клюют. Жор щучий. Что там, братик? На багре уже места нету. Да, вот плохо в такую погоду, ребят. Рыба не мерзнет. А слизи у щуки сейчас ой-ой-ой. Все, работаем. Да. Ну, стандарт. Стандарт, да? Да. Да, это труба, блин. Сколько можно-то, блин? Бьется стандартик там. До килушки. Да. Вообще небольшая. 500-600 грамм, ребята, такая. Но потом завешу, покажу. На камеру, если честно, она уменьшает очень сильно. И надо постоянно ее приближать, сравнивать с чем-нибудь, с сапогом, там, с пачкой сигарет. Потому что это экшн камера, ребят, это не профессионалка. Это будем кушать, все вкусненько. Да, будем жарить сегодня. Пошел рыбу отнести. Ну, в санки не ложим, чтобы не морать. Чисто так, на багорик. Можно мешок, конечно, взять, ну ладно. Пошел отнести, что уже не умещается. Что там, штук 8, наверное, 9. И у нас тут еще раз, ребята, 2, 3, 4. Там 5-я встала. И там сейчас 6-я уже встала, но это уже после того, как мы эти проверили. Охренеть вообще. Тут что у нас? А тут нету, ребят, вымотки. Мелкая, что ли? Карась просто такой матерый. Давай, иди работай. Будешь тянуть двушечку? Не, давай ты, братан, ножичку. Да, вот нету крупной, ребят. Стандарт просто.
Ну, тут вымотка полная. Скорее всего, есть что-то. Ну, что-то есть. По-любому. Пока нету. Пока нету. Нету. Она здесь рядом. Не. Странно. Да? Пусто. Пусто. Вот, первая холостая. Жестко досталась карасику. Угу. Ну, она уже его захапала, смотри, мелкая. Да, и да. как-то выплюнула. Умудрилась. Не осилила. Не осилила, да. Это утренняя, брат. Да? Да. Слушай? А давай, бери, работай. Отрывайся, как говорится. А нет, да. Да. Киложечка идет. Оп. А нет, даже поменьше. Поменьше. 500-600. Рот открыла, сопротивление дала. Ага. Это налиму тянешь, понял, он хвост вот так заворачивает. Как сумка, да, хвост. Ну, просто мешок какой-то тащит. Что ты говоришь? Почти вся щука сыпнула. Нормально мы должны быть. Ну, рукава-то есть будет. Вот. Мелкую, да, надо сразу нахуй сегодня жарить. Жарить. Ты режешь, да, Андрюх, потом? А хули мне делать-то? У меня же ножниц-то нету. Говорю, где-то вчера поебал, блин. Ну, вот так, братик. Дергаем. Шик. И потом выковыриваешь. Как-то так. Так дергает, ну а чем? Ты выковыриваешь тут ножнями, а мне Ну, как нормально, сюда, нормально, что, пойдет? Что? Та хорошая внизу. Да, Прям вот, та это, неплохая. почти вся сокровища. Где взял ты его? У себя, да? Вот это Да. большое? Причем вот там где-то вдали. Вот здесь одна, вот здесь, которая была ближняя, с полной вымоткой. Вот такой, блядь, шнурок. Хорошо это, ну, здесь, рядом, Ну. блядь. Уж пальцами залез в рот ему потихоньку, пошла, блядь. Говорю, ну дай бог выживет. Не, здесь вот и вчера она и ебала вот это хуй карась крупный, ей, конечно, такого, блядь, дурака. А я-то думал наоборот, что вот этот покрупнее будем ставить, хотя бы отбивать ее будем. Видишь, все равно она ее берет, блядь. Конечно, будет бить, она носом будет хуярить в него, нахуй, и все. Ребята, теперь для тех, кто постоянно пишет, что за там 400 грамм. Давайте поиграем сейчас в русскую рулетку. Безмен, по нулям, килограммчики. Стандартный безмен, наверное, у всех такой есть. Вот, сейчас будем вешать. Вот эта щука, ребята, килограмм. 900 грамм, килограмм она идет. Ее здесь практически большее количество из всех рыб, которые мы поймали. Это вчерашняя. Она немножко даже подстыла. О, блин, выключился. Как назло. Так, по нулям. Бракованный, братан, ты какой-то мне подогнал. А, нет, вот пошел. Почему он нули дал? Там это, брось. Сбросить надо, да? Там надо правильно это выставить. Правильно, килограмм стоит? Килограммы. Замерз, наверное. А, замерз, да, в ящике на улице лежал. Ну, все. Все, пошел. Да не, он просто замерз. А он такой же. Вот, ребята, 980 грамм, смотрите. Глаз алмаз, вот, видно, да? 980 килограмм, то бишь, ну, 20 грамм, ну, как бы, все-таки, ну, плюс-минус. Так, вот это кило 300, ребята, кило 200, как пить дать. Ну да. Как пить дать. Блин, замерзшая, конечно, чуть-чуть замерзшая. Кило 305 ровно. Ты можешь не взвешивать. Вот. Попадаешь в точку. Вот, ребят, так что, ну, я не знаю, что сомнения-то какие. Вот это вот, ребята, у нас кило 400, полтора. Это вот, Да, вот тоже полторашка. да, это тоже полторашка. Сколько? Кило 660. Кило 660. Вот. Ну, то есть полтора 100 грамм, как бы плюс-минус, правильно сюда даем. Ну, она вот полторашка лежит, вот полторашка, эти килограммовые. Да. Ну, остальные до килошки не отпустите. Ну и вот эти 600 грамм, то, что я, ребят, говорю, вот эти, то бишь, вы говорите, там уже это вообще мелочь. 600 грамм, вот стабильно, 500-600 грамм они идут. 590 грамм. Ну, то бишь, ну, сейчас вы понимаете то, что как бы примерно говорим, ну, потому что есть понимание уже на глаз. 590 грамм. То, что я сейчас сказал, я никакую не взвешивал, это вот чисто вот 120-30 грамм ошибка. Вот, можно здесь и жарить. Все, отлично.
Вот этих сейчас будем мы жарить, чистить вот эту мелочь. Средненькую будем убирать. Парни домой повезут. Ну, надо почистить будет еще, конечно. О, Васек в гости приехал. Здорово, Васек. Че, как оно? Да нормально. Что ты, гуманитарку привез? Не знаю, попробуйте как. Красавчик. Ну это с дома, они сухие. Вообще от души. О, другие какие-то. Их можно пополам ломать. Так, попробуй. Наверх потом на руку скилла. Прикольный. Красава вообще. Спасибо. Чтобы уже стопудово хватило. Ну да. Это занесем потом. Опа. Сегодня у вас что-то было, нет? Сегодня нормально снялись? Да. Ну вон, Вась, посмотри сам. Что, не крупно, но в количестве. Одну я сейчас тоже принес. 5 работы было, одну взял. Вот. 21. И у ребят обставим. Погода, конечно, да? Да, дождь ночью шел. Да, да. Вообще в шоке, блин, вообще. Но сегодня похолодание, да, вроде как? Что-то я смотрел, вроде -8, но пока непонятно. А знаешь, оно и не Ну вот нужно. смотри, смотри. Что-то даже растягивает. Оно и не нужно уже, мне кажется, похолодание. Хотя как будто вот вода, которая дождик был, как будто он Да, видно даже, да? подморозил. Подморозило уже, ну. Есть такое. Захотелось бы, уже надоело это. Блин, а так мне комфортно. Нормально. Так-то тепло, Так, да, ребятки, ветра ну что у нас? Дело уже к обеду. С работкой были, сейчас Паша ходил, еще одну поймал. В общем, что у нас? Бытовуха. Моем посуду. И сегодня жареная щука. Будем жарить щуку. Будем жарить щуку. Небольшую вот эту, которую поймали. Вот. Такие. Ну, малявки и там грамм 600 вот такие вот. Вот. Братулец посуду пошел мыть. Пашка. Вот. Ну, как-то так живем, что, на льду. А Андрюха поедет сейчас жариться переставлять. У него, правда, тут настреляло, пока мы в палатке были. 1, 2, 3, 4, там 5. Короче, стреляет. Ну, к вечеру мы с Пашкой тоже переставим. Снимем, наверное, штук 6-7. И туда вдаль уйдем. И получается, приезжал Васька, привез брикеты. Васек, спасибо огромное, подогреваешь. Вот. Окунь клюет. Завтра, возможно, рыбалка по окуню. Все, ребят, я на жарку. Падаем на жарку. Щуки. Поехали. О, ребят, Иваныч, смотри, что тут делает. Обработка полным ходом. Красавчик. Трофеи. Не, малышей, ребят, вот этих. Ну, я имею в виду трофеи. Улов сегодняшний. Будут у нас сегодня жареная щучка. Че, как тебе, Серег, такой этот, машинка-то это? Стоит брать? Да. Да? Да. Не бьет, не рути, судака, этого как его, сазана, там жал такая, чистит на ураны. Судака, любого крупного, мелкого, там же бывает жесткое. Ну, понятно. Окуня вообще. Заимело, раз, да, не То бьет. бишь в промысловых этих моментах, да? Да, стоит брать. когда много, лучше брать. Конечно, там если за одного и за двух, нет. А бывает, когда много, вот так там почистишь, приезжаешь, вот в Астрахань ездим с семьей отдыхать, ну, рыбу наловишь, привезешь, то кто будет чистить? Сам же наловил, сам и чисть, как говорится. Я вот к Сереге в Вологду езжу, вот тоже он такой занимается. Да. Не, прикольно, Быстро, прикольно, классно, да. Прикольно. Понял, все. Хорошая штука. Братулет сегодня в наряде у меня, блин. Да не, я сам подписался, ребят. Здесь, знаете, как бы этот. Нет такого, знаете, кто-то что-то, если делает, там посуду кто-то моет, кто-то чистит рыбу. Это же все для себя делается. Жизнь на льду, рыбалка на льду. Караси это мертвые, блин. Боится ворона, сорока подлететь, потому что рядом палатки стоят. А так нормально, все это съедится. Вот. Сейчас помоем контейнеры все посудку. Вечерком у нас будет просто бенч. Ладно, я буду заниматься тоже делами. Все занимаются, я что-то хожу, тут один чего. Андрюха он занимается. Красота, ребят. Какие дела? Что у нас тут палаточки? Газик. Газик. Вот газик есть. Вот, кстати, не реклама, ребята. Потому что вот допустим, вот этот газ Ермак
Вот. Это вот я заказывал еще в прошлом году коробку Евразия. Классный газ. Он не пахнет, и он почему-то, ну, вот прям, знаете, некоторые взрываются, там какие-то красные огоньки, синие. Вот этот прям классный газ. Плюс 35, минус 20, все это брехня, конечно, но в плане газа нормально. А вот это вообще говно, ребята. Такой даже не берите. Бутан газ какой-то. Это еще остался, Серега с Кирова привозил. Вообще пыхает, воняет. Короче, хлам, а не газ. Вот, в принципе, вот эти, если будут где-то на витринках, ребят, берите. Классный газ, хороший. Вот так вот. Так, все тут у нас чистенько, все ровненько. Так, беру нож. Тут мы заряжаемся. Вот, брал я, получается, с собой в поездку опять Ромаса. Вот, ну, в принципе, ребят, лампа на ночь зарядилась. 10 тысяч миллиампер лампа. Все. У нас, получается, будет свет на вечер. Вот, также батарейки, аккумуляторы, пауэрбанки, телефоны. Все заряжаем. Все четко. Водичка тут у нас. Ну, короче, вот так 2 столика поставили. Вот. Кстати, классная палатка. Я потом конкретно обзор сниму. Скорее всего, что-то как и почему. Братуля взял в этом сезоне палатку новую. В плане леща рыбалки, потому что здесь 3 дна есть. Есть теплые, есть гидро с лунками. Отлично. Вот. Тут у меня носки, чулки в карманах. Вот. Короче, такие дела, ребятки. Молоденькая, молочная. Она чистится легко, просто плавники убиваются. О, коллективная работа, ребята. Парни приготовили щукаря. Сейчас подрежем молоденькую и будем жарить. И будем жарить, жарить с плавничками. Я люблю. На льду, что удобно, что чисто все, ребята. И лунки можно мыть. Но единственный момент, что руки замерзают. Ложка с рыбой все равно. У нас солнышко вон вышло. Видать, морозик идет, как и обещали.
Все, готово. О, Андрюха еще 2 поймал. Так, ребят, что? Маринуем рыбку. Сначала ее просолим маленько. Отдельно. Серег, А, ну вон на твоих сидели, хорошие 2. ну а я у него не дает ловить. Я пошел, а он говорит, пошел ты нафиг. Ты не зря поставил. Я что, не знаю, что? Я не знаю, где ставить. Я вот смотрел. И А крючок сломался об рыбу? для рыбки, ребятки, приправки. Так, чисто эксперимент. Так-то я люблю классику. Соль, все, перец, мука. Попробуем. Так, Я пошел ночью, прям Да, в причем темноте. у Андрюхи ничего, у тебя вот 2 там было, 2 сидел. все, маринуем. Алюха, а у тебя что, этих судов не хуя? Я пойду. Алюха, а у тебя из твоих 4 ни одной? Нет. Ну все, я мелочь. Мелочь, берет. Здесь вообще угол, блядь. Там надо ходить попробовать. Может окунь, там надо окуня пробовать. Может, да, попробуй, вон лунок дохуя, теперь можно ходить окунь пробовать. А можно надо сюда поставить на крышу? А что-то решил бахнуть, да, для рыбы. Так, может, какой-нибудь аргаз поймаем. Нет. Ну так-то классику люблю, а так что, попробуем. Чего? Пацаны подогнали Рыбные? для любейки, да. Так что сейчас немножко отдохнет. И начнем жарочку, ребятки. Да. О. Да, пакет взял. Так, ребятки, что, рыбки? Все, в принципе, готово. Запускаем. Запускаем. Не знаю, конечно, как газ вывезет. Но 2 баллона буду менять. Сразу маслица. Это один греешь? Да, рядышком. Масла много добавляю. Вот это надо прям заправить. Масла прям много. Бьем. Опа. Готовим на улице, ребят. В палатке не особо удобно. Вот, и что-то не хватает. Мы колоночку достали. Просто праздник у нас сегодня. Праздник души, рыбалки. Сейчас знаете, что сделаем? Сейчас мы бахнем музычки. А знаете, какой? Вот такой. Ходовой за налимом. Разгорелись дрова, запылали. Все, поехали. Без дыма, за окном уже ночь. Воет ветер в трубе, кто куда в эту Андрюха Железы, короче, у нас работает. Ну а я за налимом. Иваныч там Пристрастно салат режет. Банки достали домашние. Что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Поехали. Ну а я за налимом этой странной трески, что прошлась по судьбе. Я, Все, конечно, поехали. сюда Хвостик, прихожу звенышко не за рыбой. и так далее. Сковородка небольшая, конечно, придется немножко поморочиться. Ничего страшного. За дождем и костром. Зато рыбка, ребята, будет свежая. За журчанием воды. А то мы, блин, постоянно едем, что-то все это как-то не традиционно. Должна быть рыбка, За ребят. туманом и дымом. За журчанием воды. И молчанием степей. Пошли хвосты, Тихо ребята. плещет волна. А, щучка свежая, молоденькая. Светлячок подмигнул и погас. Не спеша убегает вода. Вот это красота, ребят. Берега льдинки Да, завидуйте, ребят. налимом. Балдеем мы, да, маленько. Будет душа, убегает вода. Можно еще хвоста надо закинуть. И налим не клюет. И налим не клюет. А щучка у нас потихоньку клюет. И, конечно, сюда я вернусь, где пьяный Вот в пакете немного удобнее, вот в плане дома, в темноте. палатки, избы. Вот хотя мы на улице, но вот смотрите, ребят, все чистое, весь стол чистый. А это дорогого стоит, когда в режиме кемпинга находишься, помыть-то негде, горячую воду надо кипятить. Вот. А хвосты не срезаю, потому что люблю сухарики вот эти, братулец, понял? Сейчас зажарим, я думаю, даст газ, плитка не подведет. Вот и все, сейчас наполняем вторую и погнали дальше. Вот такие дела.
как говорится. Ты его хоть заснял этот раз, или он не это самое? Валька стесняется. Стесняется? Ну ладно, нет, так. Вот так, вот кончил пивка, человек подогнал. Да, это вообще, ну это, ну, есть пацаны нормальные, понимаешь? Есть, конечно. Они везде есть, только искать надо, Серега, понимаешь? Да, Андрей, я тебе говорю, Они есть у нас в стране, но их искать надо. Вот так вот. Да, их всех нормально разбросало по всей стране. Поразбросало, да, вот ты правильно подметил. Иди, найди. Что, Иван, давай достаем первую партию. Давай тарелку какую-то. Так, у нас тут, по-моему... Ну, а все мытое, там чистое. Отлично. А? Пойду как раз ты придешь. Я приду даже. Давай, давай. Да, там 3 сработочки, братан, поработай. Андрюха вынимает. Напарник у меня, понял, Серег? У меня тоже. Да. Видишь, мы тут с тобой кухней занимаемся. Они работают. Андрюха, когда коллектив все равно должен кто-то чем-то заниматься. Конечно. Это когда один ты там, да, а когда коллектив. Я, допустим, нисколько не в обиде, что вот там, вы там ставите, а я там сижу. Нет, это рыбалка. А о чем ты ложкой достал? Они просто были в конце. Ну зато выбирай, да. Смотрите, какие нас закаты встречают и рассветы. Вообще бомба. На озере немножко похолодало, чувствуется заморозок. Отлично вообще. Все, моем посуду. И, в принципе, будем кушать. Вот такие дела. Отлично. Все. Отжарил рыбку, ребята. Отжарил. В хорошем смысле этого слова. Все. Отлично. Все готово. Протулец проверился. Холостые. Мелкая. Попалась еще одна. Короче. Надо переставляться. Бомба. Вода у тебя, да? Да, что надо? Ну не, ничего надо. Вылезь? Вон рюмки. А Да просто что ты, стол немножко. Да. Брат, хлеба. Черный, белый. Не, давай черный. Реально Он что-то сладкое. местная рыбешка. Вкусное, сладкое. Андрюх, есть? Серый есть, да? Вот да, это очень. Я белого. Да. Так, ну что там? Андрей Бакевич. Подлей на Огонь. Да. Подлей огненный. На у тебя, по-моему, стоит. Тебе тоже надо это, да?
Держи. Ебать, как лучше нахуй. В лучшем ресторане Лондона нахуй. Там хуй есть такого. Блять. Вот только нахуй. Так, снизу В доставать. Лондоне такого нету, ёпта. Вы Да и хуй не ебать. рыбку поймали? Не, где-то Зажарили. Дети смотрят, что вы там начинаете. Извиняемся, братан. говори. Да. Ну, по соли вроде ничего. Да, нажимай. Заглушить тебе придется, брать, смотри. Пиво так, пиво. Да, нормально. Все вкусно, братец, красавчик. Могешь. Все могем, что. Хлебушком. Вот, а на вечер макароны, господа. По-флотски дают. Так что это так чисто. По легкому. Знаешь, У нас что, когда вечер будет? когда ты так говоришь, кажется, ну уже же вечер, на самом деле. Да. Так сейчас Сейчас только сейчас 7 утра, темнеет и все. О чем мы будем сидеть? Я, кстати, знаешь, что думал, вообще, ну, пошел уже деваться. Думаю, на телеке, сколько в это время? Вот это, видишь, вот это с Третий аборигенцами. час. И непонятно. Да да? ладно, я думал уже часов 6 вечера. Да. Да, и у нас бывает так, что вот в зимней рыбалке мы сидим, садимся, кушаем, наш выпиваем, там, допустим, что-то еще. И уже мужики в 6-7 спать ложатся. Ну, как будто уже бурная ночь. На самом деле это время еще такое. А проснуться тоже проснешься в 6-7, и, ну, там, в 5-4. Тоже темно еще, делать нечего. Зима такая штука, да. Не, Паш, я думаю, надо выходить. В коробку надо идти, наверное. По-моему, я его поставил. Другой уже, всё. Что, вы накапали, не? У тебя все это. А я на кого, если у меня ее нет, да? А, все, вопросов нет. Давай. Я ее сюда специально поближе уже поставил. Скоро в палатку занесем. Такой, чтобы что еще будет значить. У нас, знаешь, что есть? Есть Васька у нас есть. Васька. Иван, сделай так. Красавчик есть, да. Который выручил. Или ты пиво будешь? Не-не-не. Такую рыбу. Васька. Да, вчера. А что рыба-то остыла, блин, ё-моё, блин. Остывает, да. Ее в палатку бы, конечно, пожарить нормально. И у меня тепла не хватало огня. Ее жарить надо. Она, понимаешь, она, блин. И все, тепло теряется. Надо было жарить здесь. Не накручивай, блядь, все это нормально получилось. Все вкусно. Давай, рубайте, конечно, что. Все, давайте за проведенный день на рыбалку. За вкуснейшую щучку. За щучку. Молоденькую. Даже я сегодня одну вытащил сам. По красоте. Ну я вчера красиво прошел же, поставил ночью, да? Вот это вообще, я Правда, одну вашу маленько зацепил там. Но это просто щука у меня хорошая взяла там, а так-то нормально прошел. Завтра по красоте проверять пойдешь. Пойду, вот что. Все, что плавает и летает, кушается руками, правильно? Я вообще хорошо устроился. Одни поставили, другой ходит, снимает. Меняет. А ты ему эту зарядил? А, вот не стоит все. Оборванная. Вот я на нее на одну и поймал. Я Как, вообще ну, всё на взять Саня? и все. По Как ты поймал и оборвал? Не, не буду это. Я тоже говорю, что. Он говорит, у меня там за что-то Она зацепилось. зацепилась, вот так вот раз, и леска зацепилась там за лед. Я не знаю, как она там, сколько билась. Я туда рукой. Она раз, я вытаскиваю, она не идет, она уперлась, вот, я вижу, что она крутится. Крутится, крутится, я... Так, друзья, ну что, опа, хоть и потемнело, но на самом деле всего 4 часа. Сейчас будем показывать баню. Многие спрашивают, кто тебя, говорит, спрашивает, бля? Тебя, говорит, подписчики, да, братан? Как вы столько времени живете в палатке без бани? С одной стороны, можно ставить баню, ребята, и зимнюю, без проблем. Согревать воду, ведро и как-то, ну, обмываться получается просто. Потому что все-таки, ну, потеем, постоянно физическая работа. Вот. Сейчас Братулец покажет новые технологии. Вот. Есть, короче, вот такие темы. Это не реклама, ребята, это вот
новой разработкой будем испытывать. Пашка сейчас вот протестировал, вроде говорит классно. Ну, это ж новое, ну. Это получается что, братуха? Короче, пена. Пена, да. Пена наносится на А тело. потом полотенцем сделаешь. На тело и, короче, просто обтираешься, все. Ну, есть, конечно, аналог влажной салфетки, а это вот такая штука. Скорее всего, это для лежачих, вот кто, допустим, Да, лежачих больных. Лежачих больных. Ребят, ну, короче, братульцу напишите, он вам подскажет, если что. Короче, сейчас буду мыться. Подмою ноги, именно подмышечные суставы, подколенечные, понятно, ягодичные и так далее и тому подобное. В общем, ну вот как-то так и живем. Ну, гигиена должна быть, ребят, в любом случае, как ни крути, где мы бы ни находились, там, на рыбалке или не на рыбалке. В данный момент мы помыться не можем, нас сука баня будет ожидать в субботу вечером. Вот. И как бы, ну, надо как-то все равно себя чувствовать нормально, потому что здоровое тело, здоровый дух, и сами понимаете. Так что сейчас будем делать баню. Вот, пацаны пошли тоже полежать. Вертикальное положение, потому что, блин, ну все равно на льду целый день, на воздухе. Вот, так что сейчас немножко посушимся. Ну и вечером выйдем на лед, переставимся. Посмотрим, что у нас там обстановка, как у нас идет мороз, смена погоды, соответственно, что-то такое будет непонятное. Может быть клевать, а может быть вообще ноль. Такие дела, ребятки. Так что, как-то так. А так что, у нас все шикарно. На льду можно жить, ребята, спокойно, без проблем. Как дома. Как дома. Так что такие дела. Ладно, я, короче, ребята, принимаю душ. Такие дела. Ребятки, буду показывать на ногах, как это все работает. Снял сачелы, поменяем чистые, оденем. Вот. Короче, как пена для бритья, да, братан? И, в общем, вот на... Растирать не надо, просто наносить. Наносить, да? Вот на волосатые ноги, ребят, вот так наносится потихоньку. Баллон большой, кстати. Тереть не надо. Да, вот все. Ага, вот так вот. Да, сразу такой холодочек небольшой пошел. Татуировочку тут подмоем тоже. Многие спрашивают, что за татуировка. Ребят, она не готовая. Это было баловство детства, потом забитое, и охота забить до конца. Ну, дорогое удовольствие. В дальнейшем, может, доделаю. Вот. А за шею спрашивают. За шею, ребят, это секрет. Никому не скажу. У нас баня, Серег. Баня, Серега. Мы голые, не приходи к нам пока. Вот. Ну, чисто на ногах, ребят, покажу. Потом, понятно, я буду мыться. Вот. Сидим немножко. Такой приятный холодок даже присутствует. Вот. А потом это просто смывается, да, братан? Да, соответственно. Вот, то бишь. Короче, не знаю, ребят, как это. Я первый раз практикую. Просто вот мне хотелось показать, как можно вообще в данный момент, то бишь, освежиться от пота, вот от всего вот этого. Понятно, ноги мне сейчас надо быть, вот, допустим, ступни, наоборот, они. Вот. И, соответственно, вот потом просто вот так собираем. Вот так, раз. Вот, видите, какая грязь? Да. Все. Вот, ребят, ну, грубо говоря, вот так протерлись. Все. Можно полотенчиком сухим. Да, можно полотенчиком сухим. Палаточки вот так аккуратненько все это произвести, помывочку, и продолжать 2-3 дня. Можно опять находиться, как говорится, вот так вот, раз, и все. Понятно, ну, это я на ногах показал. Обычно у меня ноги страдают в сапогах капитально. Пальцы обязательно, ребята, грибок пальцев. Ну, вот это вот, то, что 1000 раз там будете находиться, вот это вот тоже опасные грибковые заболевания, пяточные язвы, какие-то натертыши немоечные, они потом могут вам просто сделать большую проблему. Вот. И все. Вот, в принципе, подсыхаем, и вот, слушайте, какой звук. Все, чисто тело. Вот, сейчас я вот таким образом произведу помывку. Чуть по чуть, вот какое грязное, это пот.
Вот, понятное дело, что здесь-то не особо потеет, потеет именно вот здесь, под мышками, здесь ноги. Вот, самое главное, вот, ноги беречь в походах далеко когда. Вот, а так, конечно, вскипятить воду, облиться тоже не, ну это я говорю, вот, именно когда вот как-то если прям не получается. Вот, братулец привез, не знаю, первый раз буду пробовать такую баню. Короче, ребят, ну, берите на вооружение, как говорится. У нас время такое сейчас, продвижное. Так что такие дела. Все. Ладно, сейчас помоюсь и увидимся, наверное, на льду уже на перестановке. Потому что хотим сегодня выехать. Точнее, выйти все равно на лед. Поработать немножко. Много грязь, ребята. Во, микробики. Такие дела. Вот. Такие. Так что вот как-то так. Брат, как будто, знаешь, меня сейчас кремом обмазали и хотят съесть с клубничкой. Прям разотри, вот пятки на пальцы. Не растирай, а вот так, смотри, вот так. Ну, просто чтобы она везде была, да, во. И все, и посиди. Бля, с Москвой, короче, свяжешься, не только пенкой будешь обмазываться. Да, свежо зато будет его, я вот сейчас, знаешь, везде так сделал, ебать, кайф, нахуй. Бороду даже помыл, да. Бороду помыть надо, да, бактерий много в волосах. О, ребята, баня назову по-московски, короче. О, блин, такая свежесть, брата, сразу. Да, вообще кайф. Да. Реально, ножки аж прям. Девочки, берите на вооружение. Такие дела. Как там говорится, с легким паром, ребятки. За тюбетейку никогда мне ничего не говорите. Многие пишут постоянно. Никогда не снимаю, ребят. Я очень люблю кепки, шапки. И это здесь моя зона комфорта. Это раз. Я приеду к вам в гости. Я в любом случае сниму эту шапку, кепку. Но здесь, я не знаю, ребят, это, ну, пускай это будет классика, понимаете? Вот, такие дела. Так что, отлично. Помылся. Классно. Ну, не как помылся, в общем, ну, прихорошело, прям даже кожа запищала. Вот. По поводу палаток, ребят, ну вот, в данный момент находимся на краю озера, возле небольшого болота, там расширение и сужение там идет. У нас каждой палатки, но, браток, вот что ты скажешь, вот мы сейчас вот лежим, да, с тобой, кайфуем. Ну, это здорово же все-таки, согласись? Вообще просто. Вот изба, не изба, вот жалится рядышком, Да. рыбалочка. У нас, ребята, есть все, просто и все. Зарядники, музычка, покушать. У нас сейчас Паритулец какую-то колбаску хочет, сказал, четкую привез, тамбовскую. Вот. У нас печурочка, у нас водичка, вещи все сухие. У нас, ребята, тепло, сухо и уютно. Ну, вот это круто. Но это понятно, что это трудозаемкость. Но это плюс всегда, ребят, за кемпинг. И вот приобретайте палатки, ребята. Выезжайте. Просто, тупо, даже без рыбалки. Просто переночевать на льду, в лесу, на дороге, ребята. Это вот такой кайф, отвечаю. Да, братух? Вообще. Ну, блин, кто не пробовал, наверное, это не поймет. Кто не рыбак. Да. Но это очень круто. Ну, правда, круто. Ну, это же местоположение, там уехать из дома и... Да. Вот как-то вот так. Ну, то бишь нет домика, нет базы, да, допустим. Нет какого-то там куда-то где-то переночевать. Вот этот маленький, ребят, уголочек, где вот уют. Да, вот. Создали свой уют. Да. Как-то, ну, блин, сухо, комфортно, тепло.
Как какое-то выживание и классно. Ну да, ну по кайфу вообще. Койко-место, что, ну блин, ну круто, да. Понятно, что это, да, все это. Ну, ребят, давайте за кемпинг все-таки, кемпинг. Я хоть и деревенский, у нас много изб. На этом озере есть избы. Но здесь мы находимся прям непосредственно в рыбалке, ребят, понимаете? То бишь мы бы с жалицами порыбачили, нам нужно было бы вернуться куда-то, переночевать и вернуться к жалицам. А здесь мы вот сейчас с Пашей выйдем и непосредственно мы на рыбалке. Понимаете, да, о чем речь? Так что такие дела. Ладно, что-то сейчас колбаски бахнем. Братулес говорит, что-то вообще симпатичная какая-то вещь. Говорю, дай колбаски подрежем, а он что-то тут подтащил, ребят. Мне хочется похвалить одного человечка. Она из Тамбова. Да что-нибудь будешь смотреть. Приветик тебе огромный. Твоя колбаска приехала аж Республика Коми. Да. На север уехала. Вот колбаска, она даже давно занимается уже в Тамбове. Я знаю, что тебя смотрит Тамбов. Пусть пробует. Колбаска вообще Максимов колбаска. Но она давно уже занимается, да, колбасой? А когда колбаской. я к тебе в Тверь приезжал, тоже было вот этот колбас? Нет? Была другая чуть, да, колбаска. Вот эту, братан, я на завтрак пробовал. Это вкусно. Огонь. Вообще огонь, да, ребят. Вся вкусная. Ну, у нее много колбаски разных. Я так взял с собой кое-какую. Там вообще много колбаски разных. Они молодцы. Они делают давно, вкусненько. Так что тамбовские ребята, пробуйте. Но у нас уже... В смысле тамбовские, а если не тамбовские хотят попробовать? Не тамбовские, но Москва может попробовать через меня, потому что мы начинаем ее в Москве пробовать продавать. И все у нас получается. Вот. А если мы захотим здесь попробовать? Вот я не знаю, как это сделать. Да? Да. Вот, братулес, смотри как, да? Тамбовские ребята, московские ребята попробуют, а мы, деревенские, никак попробуем. Ну, короче, в дальнейшем, да, братан? Ты попробуешь. Да я попробую, сейчас скажу пацанам. Нет, на самом деле мы ее уже пробовали, все кушали тоже. Вот, я ее нарезал. Не, вот это вообще огонь, ребятки. Да. Вот это классная колбаса. То есть заценили и тверские парни. Не, ну вообще реально очень вкусная колбаска. Ну, как бы, я не знаю, ну, то бишь есть уже маркировка, то бишь она уже на линейке. Вот. Ну, в целом... Нет, там они так работают. Серьезно, да? Да. А, то бишь в магазинах можно купить, получается? Конечно. Да? Ну, многие уже, конечно, А. знают, кушают. Все Ну, понятно. так вот, поблагодарить Дашу. Ну, сидим мы на льду и кушаем ее колбаску. Ну, понял, братан. Ну да, на самом деле, как бы, свой продукт. Даже не то, чтобы свой вкусный. Ну, вкусно, да, я не знаю, вкусно конечно. делают, молодцы. Сейчас мы с тобой- Вот братулец привез тут пару палочек на пробу. Ну, не пару, на самом деле, 6. Я образно сказал, у нас тут все, если что, все по 6, братан. Сам знаешь, тут туда-сюда. Ну, то ты попробуешь. Так что конечно. вот так вот. Вот модерн. Есть банкеты, мне нравится. Так что, ребят, Максимов, покупайте колбаску, пробуйте. Это не то чтобы реклама, но просто совет. Свои люди, да? Колбаска. Свои люди. Да. Ну, круто. Ну, то есть, ну, что прикольно, если не так. Два хоть 5 капель тогда налить, что, под Да, Максимова. обязательно. Бахнем. Ну, в общем, ребят, что, корешок у меня, ну, он, знаете, такой, он не то что стеснительный, он как бы, если он говорит правду. А вот тамбовским, не знаю, тверским, там, московским есть возможность попробовать, а мы тут деревенские пока не сможем. Пробуешь же. Ну, ты, походу, потом будешь угощать, если что? Конечно, был. Да? Ну, красавчик. Все, ребятки, ладно, будем пробовать колбаску. Так, с легким паром. Да, спасибо. Как-то И так, взаимно. ребят. Да. Ну-ка, что попробуй, ребят. Не пробовал вот эту. Вот эту пробовал вареную на завтрак, а вот эту сейчас не пробовал. Пахнет. Ну да, что, копчи. Ну, вкусная колбаска пахнет. Я надеюсь. Я попробую. Пробуй, братулец. Сейчас, ребят, скажу вам. Ну что, зачет? Ну да, нормально. Класс. Ну, не вкусненько. А пацане, брат, не подскажешь? Ой, я честно даже Не знаешь? не вспомню. Вот, ну тамбовские наверняка знают ее. Да? Там
потому что да, она во всех магазинах, в принципе, есть. Это Огонь. Для Тамбова это не секрет. Огонь. Огонь, ребята. Нормал. В общем, с бразильца будем брать пример. В дальнейшем, может, будет подгонять колбаску, ребятки. Вкусно? Вкусно? Вообще вкусно, да. А когда вкусно, тогда вкусно. Когда вкусно. А кто это сказал? Ивлев. Точно. Точно так. Не, вкусно, ребят, на самом деле. Классно. Я ничего не знаю. Это просто Пашка сказал передать привет просто. И Да. тут никакая не реклама. Так что там не надо ничего думать. А так, огонь. Варешка так вообще, ребят. Пушка вообще. С чайком она. Да, она с чайком просто заходит, прям вообще огонь. Нежненькая. Вот, кстати, у нас За завтрак Максимов. полпалки убили, кстати. Максимов любительская. Любительская, да? Колбаса, Ну вот, да. Ну, класс, нормально. И вообще. Сейчас, ну, вот таких, знаете, ребят, на рынке, сами знаете, много тушенки, много всего, а достойного мало. Не, ну да, и как бы это тоже просто советуем. Вкусно, потому что что, почему нет, не поделиться. Так что как-то так, ребятки. Ну все, что, мы сейчас по Чайковскому. Чай поставил, кстати, не подумайте, что вы тут под водочку тут сидим, гасимся, как бы все нормально. Все живы, здоровы. Не пьяные, ничего тут. Парни, он любил отдохнуть. Собственно, Прилегли такой. Серега там. Палатка, наверное, трясется. Мы сейчас немножко остынем после бани и пойдем нажалиться. Так что такие дела. Время-то на самом деле еще рано. И вот так, наверное, никто не поверит, что мы сидим на льду. Вот кто вот вообще не знает, да? Вот сидим же вот нормально. Мы сидим на льду, под нами на льду, под нами лед, под вода. нами 1,5 метра глубины. Ну, да. Может, какая-то ребейка плавает. Да круто, круто. Да. Ну вообще нормально. Класс. Рыбка ловится, настроение отличное, лед есть. Хотя его мало где он еще сейчас есть, блин. Только северные районы, Якутия, там туда-сюда. Да какой-то. Я уезжал, что в Москве был тепло, в Тамбове вообще был плюс 10. Просто, Вот братан, аналитика показывает, что вообще в таких регионах, ну, лед станет вообще не ближе Нового года. Да? Да. Там есть заморозок и потом опять потепление. Ну, мы в том году поехали в Тверь, ливень, как летом. Я летом даже такого дождя не видел, всю дорогу ливень был. А потом вдаль морозы, да, с 1 числа. Класс, ребят. Сейчас под хлебушек свеженький еще забабахаем. Так что, ребят, что, чай пьем и увидимся на льду. У нас, кстати, еще гости приехали, мои знакомые. Не знаю, конечно, скорее всего, мы туда не поедем, но это не факт. Вот. Ну, по соседству стоят, да? Да, вот они палатку там поставили. Говорят, Андрюха, заезжай вечером, говорит, там туда-сюда посидим. Ну, чисто так, ради знакомства. Вот сейчас Пашка горбушечку. Они с палатками? Палатка, да? да. Они сутки, ну, на пару дней приехали. Пешком, наверное, если не хочешь. Пешком зашли. Побоялись, да. Вот, так что, может, там у пацанов увидимся. А так нажалиться. Ну и, в принципе, я не знаю. По рыбалке все вроде показали. Рыбалка есть. Жалиться будут сработаны, покажем. А так мы хотим переставить. Вот такие дела. Так что все, давайте, ребятки. Мы будем, короче, балдеть, отдыхать после бани и кушать вкусную колбасу. Так, ребятки, ну что, поперли мы. Все здесь нормально, вроде как все заряжается. Тут у нас все топится, все хорошо. Поперли, ребята. Опа! О, снежок пошел, ребят, минусок. Начал давить. Палаточку закрываем. Вентиляцию немножко оставляем. Вот, после дождя просохло. Нормально, все классно. Такой дождь сегодня шел, блин. Ничего, вытерпела. Палаточка-то новая. А? Палаточка-то новая, говорю. Я это... Терпит. Прилипли. А, да, братан, вот это терпануть надо, да. Продергиваю. Все. Что за бутылки валяются? Опа. Сколько? Хрень какая-то. Какие-то хулиганы, походу, были. Ну, нормально все. Пойдем работать, ребят. Пацаны у нас, пацанва спит.
7 часов вечера спят. Вот себе нормально они там устроили. Тихий час, блин. Ладно, что, пускай отдыхают. Братульцом пойдем работать. Иваныч! Иваныч! Мы пошли перезагружаться. Иваныч, вставай давай. Да, пошли. Ну мы жалиться перезакинем. Перебурим маленько. Давай вставай, потом ночью будешь спать. Точнее, не будешь спать, а будешь будить. Давай, потихоньку, помаленьку. Пойду до Андрюхи тоже схожу. Где там Андрюха у нас спрятался, блин? Андрюха вообще, короче, укопался, ребята, у нас там вообще в краях. В кустах. Смотрите. Я еще, кстати, не показывал, какой у него домик. Вот, Андрюха живет у нас вот в таком домике. Палатку я не знаю, как называется. Кубик. Так, это у нас какой-то миг-кемпинг, что ли. Андрюх, тезка, брат, что ты там, где там? Дома ты? Я думал, ты уехал. Да, ничего себе, у Андрюхи здесь кайф. Я думаю, что у него выходит, так у него тут кайфы. Ребят, смотрите, а. Дровишки березовые, там брикетики. Ну, видно сразу по уму, Андрюх, все. Андрюх, 7 часов, ты сказал разбудить тебя. 7? Да. О, все, перчатки сушатся, носочки. Ну, смотрите, сразу видно, все по кайфу. Вот такие я люблю, ребятки, которые у него все по уму. Канчик сушится, носочки, видите, все классно. Вот, в принципе, ничего, огонь. Полы теплые, да, тоже, Андрюх? Да. И холодные. О, Андрюха, смотри, как спит. В принципе, можно рыбачить. Столик стоит. Да вообще по кайфу. Блин, Андрюха, я походу к тебе приду сегодня вечером. Зря ты показал. Ладно. Андрюху закрываем. О, ребятки, смотрите. Тоже вариантик. Класс. Тоже увязался, утянулся. Печёрочка. Все классно. Ну, все, пушка. Новая палатка, кстати, тоже у Андрюхи. Сказал, что покупал сейчас недавно. Такие дела. Так что, ребят, много-много палаток. Базара ноль. Надо просто брать, пробовать. Вот, вариантики хорошие. Разбудил ты скип? Да, все нормально. Встает. Пускай готовится к ночи. Надо Серегу, там у Сереги потопилось. Серегу надо поменять, мне кажется. Так, Занимаемся, да? Да, забираем, братан. Так, забираем сколько? 7, да? Да. 7, наверное. Вот эту забираем, ту забираем. Просто забираем, ребят. Живец, если нормально, что в кан. Вот. Андрюха прям бодрячком был. Тоже нормально. Там чепушка, братан, есть этот. Черпак. Я знаю. Разбивай. Так, ладно. Снимаем эту снимаем, да? Да. Братулец. Короче, да, они не работают, здесь их надо забрать. Короче, вот. Пока вот как-то так. О, карась здесь сдох. Карась сдох. Будем менять. Может еще из-за этого не работает. Подмораживает у нас тут. Вот так вот. Работать пешней. Придется ее собрать. Я уже думал, он не пригодится. Не, брат, там минус. Серега там с Андрюхой? Не, это пацаны. А, те? С Сыктывкара, да. А они что, так рядом стали? Вот и стали. Что они там делают? Железы проверяют.
Мне показалось, что так близко. Да не близко, брат. Так, ладно. Все, 8 штучек забираем. Да, поехали. Потом далеко будем ходить. Поехали. Сейчас куда? Че, туда, да? Пошли, жельцы. На дальний кордон? Проверим. А, жалится проверим. Вон сгорит, кстати, здесь рядом. Где? Вон она светится. О, это работало. Подожди. А, да, нет. Она... Да, поехали. О, ребятки, полная вымотка. Давай, забирай, что. Пробуй, что. Что там, кто? Ну, слушай. Сейчас намотаешь там, да, на флаг. Кидай туда. Да. Такая. За килишку точно. За килишку точно. Да? Угу. Кажется. А может, так кажется. Угу. Так, подожди-ка. Брат, что-то поймали мы. Не, шнур какой-то поймали. Ну, это не чья-то жильцы? Не, не чья-то, выдирай его. А, это Отсюда. плетенка. Да, шнур, говорю, шнур что-то поймали. Смотри, какую штуку. Погоди. Да ты его не перекусишь, ты что, самец что ли? Не, охренеть, самец, серьезно. Ребята, видали, плетенки грызет, капитально прям. Опа! Бонус! Вот это лето поймал, брат. И причем свежее, смотри. Аква, третий номер. Зимой, ребятки, блесна ловим. Ну вот тут, видишь, на вертушке ловят. Вот таких щучек, походу. Нормально, пойдет. Бонусок. Да. Тихо. Это тоже приятненько. Да, мысль. Я оборвал, он что, у катушки оборвал? Не знаю, что замотал, как там. Ладно, увезем, сожгем. Не кидай здесь. Ну, я сейчас пока ложу, сейчас наш свернем. Давай. Так, ребят, ползем к месту выставки. Получается. И у нас сработка здесь тоже очередная. Мелкая, наверное, да? Ну да. Просто выматываем и все. Давай, махнем. Давай. Сапогом там сдал. Че? Давай, кидай. Теперь ты. Ребята, это пока мы сейчас шли, сработало. Я быстро. Опа, брат. Хорошая? Да. Пошло на меня. Пошло на меня. Ага. Душка. О, даже так. Да не, братан. Немножко я так тебе строполю. Душка, наверное, полторашка точно прет. Я думал, ты стравлю. Ну. Душка, наверное, братик, забрали. А ты идти не хотел. Первую нашу душечку ребятки забрали, походу. Фонарь боится. Да, она что-то, видишь, в лед стукается и все. Не хочет носик свой показывать. Ну что с тобой? Да не рву, вот именно что выкаблучивает. Вот, видал, что делает, братан? Ага. Да ладно. Да хорош. Подожди. Два, да, брат? Нет. Больше. Больше, да? 2500. Точно. О, ребят. Вот первая кабинка какая-то более-менее. Ну, хорошенькая, да, красотка. Такая. Вообще. Смотри, поводок есть? Нет? Да вон, братан, чуть-чуть осталось. Ага. Видишь, прям по самый этот фрикцион, как говорится. Нормально, ребят. Ну вот первый, так скажем, у нас небольшой трофей. Хорош, 2500. Может под трешку, мы же таких 4 ловили. В Твери таких ловили, да? Да.
Они все были 2700 до 800. Ну да, что-то типа такого. Ладно, ну это у нас пока такой результат. Красавчик. Давай, брат. Все четко. Не зря мы все это... Она сейчас клюнула, братан. Да. Сейчас ночью. По красоте. Слушай, ну видишь, в этой стороне... Так, ребят, ну что, все, в принципе, у нас все готово. 3 сработки. Сейчас мелко тут попалось еще, отпустили. Вот, и забрали 8 жерлиц. Ну, короче, пойдем в центр, ребята. Мы сейчас, ну, прям на хитрую пойдем. Короче, хитрую будем удочку ставить. Вот, не знаю, я сейчас дам центра, наверное, 30 метров. Вот, и по краям вставим 8 штук. Посмотрим. У нас край вот стрелял, получается. Андрюха переставил. Но сработок у него нету там с вечера. Но оно и понятно. Вчера вот хорошо стрелял, а сегодня нифига. Вечер не... Погода меняется. Опять переломка. И вот сейчас будем искать. Ну, мы решили с братцом не балдеть в палатке, а немножко поработать. Так что такие дела. Короче, хрен знает, куда сейчас будем двигаться. Ночь, темно, озеро здоровое. Будем, короче, пробовать, как обычно. Так, потихоньку, чтобы лед не разбрызгивать, чтобы можно чем-то было хотя бы подзакопать. Хотя жерлицы эти держат, ребят, первый вот такой гололед. Они плотные, ставка большая. Вот эти пластмасски, они улетают вообще наглухо. А эти вот держат хорошо жерлицы. Сниму как-нибудь обзор, покажу. Правда, человек сейчас, который занимается этими жерлицами, немножко этот не успевает, и смысл делать какую-то рекламку, чтоб потом вы писали и так далее. Так, ну вроде нормально, братулец вот так встал. Работаем. Такие дела. Ну вот, ребятки, последняя перестановочная. Умотали куда-то, вообще непонятно. Я, если честно, сейчас даже не понял, где мы есть. Ну мы где-то в центр пошли дальше. Я лагерь с трудом нашел, когда начал жить ставить. Ну да, как-то так. Взглядом. Нормально, брат. Да Ну, как бы, я думаю, как минимум это все равно лучше. А, глубину не отмеряем, ребят. Глубина одинаковая примерно. Да, конечно. Ставите все. Было поглубже-то. В общем, плюс-минус все равно разницы нет. Вот. Так что, как-то так. Все равно небольшая работа под вечер. Я думаю, с пользой. Завтра поглядим. Ну и плюс у нас 2 щучки. Идем на табор. Все. Сегодня ночью мороз будет вроде. Так что. Да он уже есть. Как-то так. Все. Вот такие дела, ребята. В квартире. 2800, брат. 2750. 2750. Ребят, смотрим. Я говорю 2800, 2750. Так, загадываем. Сколько сделал, да? Никто не угадал. Сколько? 2640. Ладно. Угу. Понял, принял. Держи, братан. Конечно. Да за него возьми, а потом хвостик тебе сфотою. Че? С хвостиком сфотою. С чем? Все. Прибыли домой, ребята. Так. Братанов обратно. Братанов обратно. Че, живую вроде. Бак пока не мерзнет, мужики, но надо ночью, походу, что-то решать. Не, он того зря отпустил, он что-то Да? какой-то. И вот этот он тоже, блядь. А походу воду надо менять, Андрюх. А мы, кстати, да, на сегодняшний день пойдем. Давай воду поменяем. Да. Конечно. Ладно, все, ребят. Потихоньку туда-сюда. Рыбку сейчас пакуем. Жерлицы, шмерлицы.
Все, готовим на ужин. Это куча рыбы везде валяются, блин. Переезжаем, как говорят, да? Переезжаем. Ну, это удобная штука, конечно. Так. Что, замерзло, что ли? Нифига. Попробуй, да. О. Фига себе. Подмерзло, да. Короче, переезжаем. Ну это вообще, конечно, круто. Вот так. Да, да, да. Бац-бац и все, да, Андрюх? И все. Юбку одирайте сейчас. Полностью везде. С каждой стороны. Во. Серега отодрал? Да. Так, за дугу берем все. Поехали. А здесь спереди нет. Не за дугу, наверное, надо снизу с той стороны, отсюда толкать. Вот так, да, пробуем. Вот, снизу там, Андрюх, не поднимай. Давай. А мы толкать будем. Поехали. О, пошла. Давай, 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 давай. Хорош. Я тут отстал. Дома. Что ты туда? Ну да, о. Вот она. О, вода. Под печкой. Давай. Башкой туда. Швай, братан. Смелее? Ну, смелее, не стесняйся. О, мягенькая. Мягенькая. Вот надо вон чистить вот было ее. Пока погода стояла. А сейчас только на заморозку. Безменно сколько? Да я не знаю. Да все, мороз, ребята, я же сказал сейчас. Завтра проснемся, уже другое будет вообще отношение. Ко льду и к всему. И к вам. И к вам тоже. Ну, братан, что, повезешь мешочек? Да пиздец, я нахуй, что с ним делал там? Да я Мне чё? надо почистить там штук. Я не знаю, там несколько. Я будем ловить, чистить свежую. Ее надо чистить. По 2-3. Че? 2-3. 2 и 3. Это коми, брат. 2, 3, комик край, андеграунд, брат. Да, Давай. это коми край, брат. Андеграунд. Опять голову, ну что ты будешь делать? Все, андеграунд, брат. А вот так, брат. Чтобы ты голову Закрылся? Не было, закрылся. Ты кара андеграунд, брат. Блин. Проверяет, не доверяет, да? Ну правильно, доверяет. Вот так, конечно. Нормально вы лупите, блядь. Что, серьезно? Показываю. Не, я даже не проверяю никогда. Не надо проверять. Ну, Я потом прочитаю. Блять, все у него есть. Как этого хомяка поймать, я не знаю. Он не хомяк. Как? Коми. Коми, брат. Коми, брат. Коми, брат. Андер- Как, бля, его поймать? Коми, я не брат, знаю. андеграунд. Ну, он у кого-то там, блядь, ну, сейчас праздник. Долгая зима. Голожопый, бля. Тюрьма. 4. Закрываем нахуй. Ворота, бля. Нет. А рынок есть. Рынок есть, да? На рыночек, брат, пошел. И возьми-ка тут еще надо не одну тебе придется Да, взять. все.
друг мой. Подожди, если она последняя, Раз, два, три, 4, 5. Нет, еще должно две быть. Одна должна быть. Да бери еще, там много их не хватит. Как не можешь, Вот так, потому что ребят, одна у досуг меня проводим, что-то, короче. блядь, мозги мне Пойдет, мучают. пойдет, нормально. Значит, еще Гитариста иди, пианист туда. Хулиганы, говорит, отцов ради пианиста идти, гитариста, да. Спокойно, ничего себе нафиг. Ну что, подкладывать не будем? Сейчас прогорит вроде сначала. Не, нахуй. Потом затягиваем полную и все, и спать. До 3 точно не рыпаться. Сразу на шумку ставим ее и все. Сейчас пробздится немножко. Если опять менять будет. Не, сейчас прогорело, все хорошо. Закладку сделать по-любому нужно будет, чтобы спать ее. Видишь, на томлении стоит, видишь, она не горит, она тлеет, конденсат и так далее. Все это по трубе капает. Тем более это смола, понял. Не дрова нифига, а смола, блин. Всякая химия, блин. Ну сейчас видишь, у тебя опыт немножко будет, вертолет. Печных этих подвязках. Вот понимал ты. Бодро, свежо. Что там у нас на каждом? Андрюхи.
Стоят. Стоят флажки. Ну, почти все. Андрюха работает. Наши пошли. Стоят. Стоит. Стоит. Стоят 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нормально. Есть что посмотреть. Ребята, всем доброго утра. Вторая ночь прошла без происшествий. Все хорошо. В палатке отдыхается, ребята, спится просто уютненько. У нас все тут четко. Водички нету. Вчера Серегу перетащили, потому что вода вышла. Ну, мы там сидим постоянно, как у него, как в кухне. Все равно давим, не давим, как бы вода вышла, в общем. Вот. У нас мороз, ребят, наступил наконец-то. Что-то в районе 9, 10, наверное. Может быть, даже и покрепче. Ночью прям чувствовалось. Так лед трещит. Все озеро такое, знаете. Я выходил ночью на улицу. Звезды, лед трещит. Блин, красота вообще. Вот. Сегодня что-то дали немножко себе поспать. В 9 утра уже. Вот. Ну, не спешим. Андрюха убежал уже жерлицы проверять. Загаров, ребята, много. Загары есть. Вчера мы переставляли еще жерлицы. Так что рыбалка идет. Иван еще уже приготовил завтрак. Сосиски, яйца что-то пожарил там. Короче, чаечек, кофеечек. Огонь. Так что нормально. Сейчас возьмем свежий хлебушек. Ну как свежий. Буханочку хлеба. И пойдем завтракать. А потом пойдем на проверку. Снега, правда, нету. Снега нету, ребята. Жерлицы промерзать будут. Ну, как-то печной будем отдалбливать. Потихоньку, помаленьку. Как говорится. Так что, погнали, ребята. Надо все проверять, да. Долбить их надо. Желательно рядом лук делать, свежую пускать. Ну это да. Снега-то нету, никак не крути. Все промерзнет. Новый лук. Да. Ну, я больше всего делаю, я рядом подхожу, сверлю. Когда вот мороз, я рядом делаю. Посмотрим, надо, скорее всего, это может завтра потом сделать. Да, и все. Слышишь? Завтра. Эти пока потерпят, мне кажется. 30 сантиметров, блядь, уже не потерпит, сегодня будет еще больше. Они просто не сработают. Вот, все. Леска мерзнет. Ладно, разберемся сейчас, что посмотрим. Постоять-то они постоят просто. Так, ребятки, ну все, позавтракали, оделись. Так, это взяли. Ну, погнали. Как говорится, наших городских поближе деревни. О, Андрюха пришел уже с проверки. Все, палаточку закрываем. Снегоход идет. Достал, и, блядь, оба крючка во рту, прикинь. Андрюк, что там у тебя, как там? Ну, Подзал чуть-чуть, да? немного. Ребейки поднабил маленько. Бля, у вас пиздец. Что, много загаров, да? Это хорошо. Ребят, ну что, загары есть. Загаров много. Приятно, что вот переставленные жерлицы сработали. Причем они все почти сработали. Это очень круто. Новая лунка, новая рыба, ребята. Так что все по классике. Ладно, потихоньку потопали. Ребят, пришли в край, где вчера выставляли. И у нас тут немножко обуривают. Видят, что флажки стоят. Вот. Есть. Есть вымотка? А? Есть вымотка, да? Да. Давай пишем сразу. Да не, братан, да, надолго.
Я говорю, хорошо, новый. Ну, если нет, и мы вчера бурили. Я боюсь, что тех старых. Старых по-любому. Ну, сидит стандарт. Стандарт, да? Он даже меньше, чем стандарт. Оп. Щукаек на лед. Живет живой. Угу. Водичку бросить. Полез. Щукарек. Стандартик. Стандартик. Натяжочек? Красота. Полная вымотка, ребят. Чё? Опа. Есть. Пойдет. Хорошечко. Я по боли тащу. Да. Тебе везет больше. По боли, братан, тяну. Полторашечка. Ну не полторашечка, кило 300. Ну, знаешь, это все не зря ставили вчера. Ну да. Самое-то главное, что не зря, братан, да? Это не надо показывать. Пашка у нас тоже контент снимает, ребята. Вот, не знаю, таги для себя. Можно что, канальчик сделаем. Потом ссылочку оставлю. Жена ругает меня. Тамбовский хомяк. Ну да, вот, блин, ну вот столько места, ребята, вот надо же в упор, да, поставить. Как вот вы считаете, правильно это или неправильно? Вот, допустим, ну, мы тут стоим, вы, допустим, рыбачите, я приехал и вот так ставлю ваш рядом жерлиц. Блин, ну, можно отойти немножко на метров 100 и рыбачить. Нет же, надо вот прям. То бишь мы сейчас уже туда сдвинуть не сможем. Жалится. Ладно, короче. Грех жаловаться. Пускай, как хотят, поступают. Я лично так не сделал все. Как бы. А так. Рыбы всем хватит. Рыба клюет, рыбы много. Рыба жрет. В перемену погоды, в мороз, в дождь. Все пока получается. Так, ребятки, следующее. Тут походу, да, холостяк. Да. Ну, бывает и холостяк. Как же без этого? Это вот вчера вечерние промерзли, а вот дневные, наверное, промерзли хорошо. Ладно. А нет. Нету. Вообще нет натяжки. О, это вообще стрельнул и лунки тусил. Угу. Бросил там сразу. Что, меняем его? Или живой? Да нет, да. Есть, да, тут? Так, ты тягал, да, что я? Да я не тягал, брат. Как и так-то большой? Как большой? Крупненький. Что там? Как у тебя? Да? Да. Ну, сопротивляется хорошо. Может и нет. Может так кажется. Руку пока не набил еще. Нормально, братан. Хороший. Да. Хорошенькая, ребята, хорошенькая. Отлично. Поклевки есть, друзья, но много холостых. То бишь, вот непонятно. Вчера ребята местные говорят, что окунь клюет крупный. Ну, нормальный такой. Вот, может он бодает. Мелкие щуки тоже очень много. Она вот прикусывает. То, что полная вымотка, это вот килограмм плюс. Она все берет хорошо. Такие дела. Там. Там. Тут волжок. Блин, ну вот, конечно, круто, когда, ребят, ну, есть на что посмотреть. Пускай они холостые, пускай там что-то как-то непонятно. Прикольно, все равно, мужики довольны. Братулец, ты доволен? Я очень. Че?
Берем? Вот. А вот это вчерашние уже все. Дневные, которые они уже промерзли. Доволен, не то слово. Самое интересное, ребят, что вот здесь леска по центру. И то бишь, видите, она всегда у нас в центре стоит. Тоже очень удобно, вот в плане вот этого. И по леске, почему темная леска? Не то, что ее на снегу видно. Ее видно вот, когда ты занимаешься печней. Все, брат, лес хороший. Хорош. Когда занимаешься печней, чтоб не прорубить. Что там? Не большенькая, брат. 500 грамм. Да вот тут они все такие почему-то. Ну, Такое себе. успокой девочку. Вон где крючок, вон здесь. И вот как-то так. Все там внутри, ребята. Вы видите, карась вообще он там. Она его просто, я не знаю. И причем карась из желудка, он живой. Она его всасывает. Она не грызет, не держит. Она его берет с уверенностью. Вон где он. А вон крючок, ребят. Вон, вот крючок. Вот так потихоньку ходим, обрабатываем. Жалицы промерзли. Снега нету закопать. Полная, да? Полная, это хорошо, братуха. Полная, это хорошо. Тут что-то ничего. Подожди. Видит. Попер. Такая же, как сейчас была. Ну ты че? Блин, мелкая. Нет, чуть покрупнее. Она еще что-то не поймет. А, нет, нормально. Что на меня шла. Да, хорошенькая, Она братан. на меня шла. Хорошая щука. Она на меня шла всю дорогу. Нормальная щука. Нормальная щучка пойдет. Опять в заглоте вся. Жесть. Уже понятно, я даже мелочь заглотил. Я говорю, я тут с тобой убедился, прям, ну, уже есть теперь что клиентам отвечать. Ну да, конечно, братан. Регионы, водоемы. Это практика большая. Я вот уже тоже побывал-то. Не сказать, что много. Ну вот, как минимум, разница чувствуется прям вообще. У тебя палец подзажил? Ну как подзажил? Я же не кошка, брат. За ночь заживал. Нет, подсох. Подсох, да. Хорошо вчера сделал, ты мне красиво. Зажить тоже понятно. Так, потихоньку царапаем. Так. Опа. Еще одну копилочку. Опа. Да. Какую сторону? А не знаю, вон, давай к этой, братан. Ближайшая. Потерял. А, что-то легко стало, смотри, ну. Значит. Я так понимаю. Фигай себе мелкую хотя бы. Да. Старенький не туда. И на лунке бьешь, а? Ага. Да, я специально сюда. Побольше. Ага. Народец потянулся. Народ подтягивается, да? Подморозило. Да, она не осиливает вымутку. Да, мелкая, что, конечно, стоит. Вот такая щука. Полная. Да, я говорю, поинтереснее.
показалось. И опять на меня пошла что ли. Ну, мелкая. Килушка точно. На меня идет, не пойму, понял? Угу. Ну, снегохода боится. Не нас. Опять на меня идет. Как там нормально, братан? Да. Двушечка. А? Двушечка. Двушечка? Да, я брат. Сейчас, подожди, брать. А что цеплять? Чем цеплять? Вообще есть это. Щук. Или как он правильно называется? Не, Багорик занят просто. Ну не, двушечки нет. Около что. Нормальная щучка. Оп, девочка сразу. Чтоб не мучилась. Оп. Нормально. Лунку надо отбить только. Луночку отбить надо. Нормально. Потихоньку, помаленьку. Ковыряем, да. Вот ребята, которые стали боком. Сработочка была. Поймал, не поймал. Нет, что-то вроде нету. А братулец пошел рыбу отнести на лагерь. Вот. Ну я пока дальше работаю. Пока дальше, ребят. Там у нас загарчики еще. Тут загарчики. Нормально. В общем, в день 10 плюс ловим щучек. Норма вылова, ребята, 10 килограмм. Щуки в сутки на человека. Вот. Так, чисто для сведения. Красота. Братулец пошел. Подошел еще к одной. Думаю, не будет против. Промерзл сантиметра 3, ребята, за ночь. Сантиметра 3 промерзл. Есть. Ну, стандартик, ребята. Килограммчик идет, может чуть меньше даже. Меньше. 600 грамм. По поводу размеров я показал вам, что глазомер вроде у меня не сбитый. Вот, так что писать не надо. Вон, кстати, ребят, берите на вооружение. Не знаю, чтобы руки не заветривать. Что-то вот сейчас вот беру, пробую. Удобно намного. Тоже надо такую штуку себе взять. А то постоянно рукой лезешь. Руки сырые. Мерзнут. На ветру обветриваются. Надо взять. Чтобы было все четко. Четко, красиво. Замерз уже все. Так. Все, ну еще одна. Плюс Андрюха переставляется. Те снимает. Рыбу нашли. Надо угол делать, брать. Полная, ребята, вымотка. Полная вымотка. Братик, давай печню. Пока ничего не чувствуется. А, вот тебе так же было. Да? Да. Вот это даже самый крупный достали, я ее почувствовал только. Она, возможно, подвунка стоит. Угу. Ну да, конечно. У тебя тем более это вот твои. Что-то пятнашка же намотана. Да. Угу. Пошла.
Она еще когда идет на тебя, вообще не чувствуешь ее. Ну, небольшая. Да? Такая, под килограммчик. Тяну. Даже меньше. Да, 800. Мелкие, блин. Ну, как мелкие? Ходовые, но их очень много. Как-то уже неинтересно, что ли, становится. Когда мало поклевок, радуешься и такой. Да-да, тоже верно. Так что тут непонятно, короче. Вас рыбаки, говорит, не понять, блин. Полная вымотка. Все по красоте. Давай, братик, твоя очередь. Прогнать печку надо будет. Прибраться в палатку. Ну, если кто хочет спать, можно подремать. Да не то, что спать. Опа, фига себе. Карась здесь аж. И грузила здесь как-то оказалось. Такая щучка. Мелкая. Мелкая, да? Ну, такая тоже. Скорее всего. Там. Сейчас была. Килограммчик. Это нормально. Да ты офигел, что ли? Мелко, ну 1,5, блин. Да, ну устал. Даже побольше, блин. Устал. Ах, тихо. Не особо чувствовал. Сейчас намотаю тут. Тихо будь. Тихо будь. 1,5, да? Нормально, братулец. Когда уже, ребята, это закончится? Я уже устал. Раз, два, три, 4 сработки еще. Ну, начали мы с краю. И вот идем к палатке потихоньку. Ага. Ну тут что-то не домотало. Петлю сделал. Бородануло, что ли, чуть-чуть. Бородануло. Мелко, конечно, скорее, наверное, всего. Куда бежишь? Угу. Помню, как-то попал. Печню забыл или не было у меня ее. Ножом, блин, работал. Да. Такая, братан. Нормально? Дерзкая. Очень хорошо. Пойдет. Пойдет. Да, видно, но... На, братик, тяни. Твоя очередь. Давай, отобью ее. Забирай. Есть что? Пока нет. Есть. Ну, небольшая. 800-граммовая щучка. Даже меньше. Ну все, ребят, отработали. Так, тут у нас 5, и там, наверное, штук 8. Ну, сейчас точно посмотрим. Как-то так. Нормально, пойдет. Потихоньку подлавливаем, как говорится. Вот результат сегодняшней проверки. Вот ряночка. Ну вот, кило 300. Вот это, наверное, кило 600, кило 200. Эти, наверное, тоже в районе. Ну, вот эти небольшие. Грамм 800. Эти, наверное, по 500-600. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штучек. Ну и, в общем, тут у нас уже в мешочке тоже рыбка собирается. Уже тоже хорошенько тут. Такие дела. Палатки хорошо, ребята. Тепло. Но надо печку прогонять. Потому что получается в тлеющем режиме постоянно. И труба засоряется. Надо немножко давать ей жару.
Надо жару, ребят, давать. Чтоб немножко прогоняло я. Все же. Сейчас откроем. Полностью. Пускай прогонится. Это такие, как не знаю, для меня это да? Ничего не должен. Все, вот он. Я говорю, вот, и задний. А задний вот проблема, смотри. Блядь, он тут все заржавевшее. Ты знаешь, что первый фонарик тоже совсем устали? Я, блядь, до 60 разогнался. Все, вот, я тебе говорю, упоров нет, он сразу поехал.
тоже загар у нас. Так, ребят, ну чё, добрый вечер. В общем, ситуация такая. Время у нас 5 часов. После того, как проверили жерлицы, у нас тут суета, ребят, небольшая. Короче, начали думать по ремонту, потому что, ну, вообще не едет. Я показывал, у нас проблема. Там склизы, как объяснить, направляющие стерла. И они упираются в лед, очень сильно скребут. А так как снега нету, снегоход буксует и просто не едет. Если до этого еще была такая, знаете, такой сыроватый лед, что-то еще гусеница цепляла, то сейчас стало все монолитом и просто снегоход буксует. В общем, решили разбирать. Опять же, местные ребята, Васька, спасибо, пацаны. В общем, все засуетились, привезли болгарку, так как у нас есть генератор. И, короче, начали решать там проблему. Хотели их просто срезать, сейчас вам покажу эти моменты. Но болгарка прям не берет, там из чего-то сделано такого интересного. Короче, убрали расширители и, в общем, просто на стандартных, получается, лапах сейчас будет бегать. Но он хоть побежал, сейчас вот прокатились, все, он едет. Там даже 2 сработки было, щучка попалась. Ну, ладно, это полбеды. Короче, это вечер, готовим ужин и потом сходим на проверку, наверное. Сейчас покажу, Вот, в чем ребята, прикол. это расширители. И вот эти центровые, получается, накладки стояли. И самое интересное, вот, ребята, видите, кто-то их наварил, не знаю, вот, специально. И вот они просто тупо, ребята, врезаются в лед, такой скрежь стоит и нифига не едет. Мы решили пробовать срезать. Ну, болгарка не берет, диск просто летит. Видите, она с чего-то сделана, какого-то такого интересного металла, я даже не знаю. Ничего не оставалось, как просто тупо их открутить. Была еще проблема здесь, в этих болтах. Они закоксовались, заржавели и не выкручивались, просто их срезали. Короче, все нормально. Сейчас вроде все отлично. Вот. Ну все, что. Снегоход сейчас у нас на малышах, без расширителя. Ну, это расширитель специально для снега, для пухляка. Стандартная комплектация, в принципе, вот так выглядит. Вот, убрали. Ну, Андрюха уже купит новые, поставит. Все будет нормально. А так вот, ребят, видите, какие полосы. Из-за этого он просто не ехал. Снега нету. Гусянка крутится, буксует, а снегоход не едет. Такие дела. На улице крепчает мороз. Уже, наверное, в районе десятки, наверное. Вообще, не знаю. Так что будем, ребята. Наконец-то мы в палатке, ребята. Вкусняша. И сегодня у нас тушеная картошечка. Тушим картошечку. Вот так мы, короче, в кубрике сидим. Под коньячок. На льду есть все. Да? И под коньячок вкусно. Ой-ой, вот эту печку зажарила. Нормально. У тебя ходов-то хрен знает сколько. Нет, Нет. вот так. Вот так я говорю. Закрываешь? Можешь закрыть, Закрываю. Конечно, закрываю. Ты все. Хорош. Вот это ты молодец. Вот начинаешь чуять. Терским сразу хода Да, перекрываю. хуяк сразу закрыл. Молодец, Дрюк, молодец. Так, 2, бля. Я тоже так же сделаю. О, пошла жара, ребятки. А так что, у меня там ничего нету. Ну, нормально все. Нормально? Да. У тебя, ну, у нас же 2 хода есть. Ну. Когда закрывается все, А здесь получается сейчас какой ход? голый. Голый? Голый тоже есть. Я вот думаю, что почему там. 3. Сейчас раз, 3 у тебя есть. Я понял. Держали, не болели, 5. как говорится. Сиди. Сергей Иванович. Вас что, Андрюня в тупик поставил, что ли? Я еще 5 ебану. А так что, может туда, что ли, получаться? Ну, повернуть-то Ну, может. ну, Да? да. Повернуть-то может. Ну все. Куда? За стол их ставишь? Да, что ли? нет, повернуть-то. Ну, все, я услышал. Добро.
Поехали. Хуя он голыми тебя душит. Рынок есть. Давай на рынок, брат, заезжай. Понял? Маленько въезжаешь? Чуть-чуть въезжай, да. Домино, ребята, не... Опа. Оба, нахуя он въебал, бля. Ага. Так, Вот всё. тут уже, знаешь, что, бля, Ну, тут можно надо забавно задуматься, блядь. Не, понял. Так, чисто. Я просто, что, учусь? Ну, это мне лучше, не правильно. Вот отвечаю, в домино не играл. А почему, вот не знаю. Это вся дворовая же движуха играла в домино. Блин, извини, ну, похоже, я тебя сейчас так подставлю, блядь. Голый, нахуй. Ну, это есть. У него, блядь, тут их это уже 5, а их всего 7. Ну, как говорится, нам бы прикол уже был в Сочи. Так. Ребятки, Блядь, короче, я себя, блядь, собирайте, подставил там. собирайте. Ну, я тебе могу сразу сказать, забирай все. Что, у тебя последняя двойка? Да? Да, Ну, забирай. я хорошо и забираю. Так, блядь. А почему ты сейчас пошел? А потому что двойку больше ни у кого нет. Больше их нет. Почему Их двойки 7. нету? У меня двойка есть. Где ж? Стапе. Как ты считал, блядь? Почему Раз, я два, все три, забрал? 4. А, у него последняя. Значит, он ходит, вот это нет. Значит, и он и ходит, у него последняя, да. А я-то у меня- это у куда меня- забрал весь А, рынок? у тебя нету, потому что ты должен все забрать. Ты по-любому забираешь все. Ты не берешь- У него не... У него двойка осталась одна. Ну, Я он что, чё через ставит? дубль, вот закрыто у него одна. Ты что ставишь двойку какую? 2-4. 2-4 стал. Ну, а четвертая у меня была, нахуй я рынок забрал. Так ход-то мой. Вот твой, ты дышишь, шел сейчас. А, ну хорошо. У тебя не было, ты забрал. Хорошо. Я двойку поставил. Через четверку что ты ставишь? Что у меня нету. А рынок-то был, Так блядь. ты весь забрал, ты не можешь одну карту взять, ты рынок здесь забираешь. Короче, Ты ребята, ход-то не стоп. мой был. Подожди, смотри. Что, всем нормально пацана посвящается. Привет от Тверской банды пацанов, приехавших в Дрюнины. Ну что, ребята, классно отдыхаем, супер сидим. Дрюни красавчик, Паша молодец, вообще приняли нас. Это самое, Дрюня, в общем, встретила все аккуратно. Правда, был маленько, волновался, братулец наш. Ну что, конечно, это самое, нас ждал с дороги, нас дорога дальняя, поэтому волновался. А так все, сидим, рыбка поклевывает, замечательно отдыхаем. Вечера проводим культурно, картишки, доминишки, но не на деньги, чисто на интересно. Так что всем подписчикам Дрюниным желаю хороших видосов, что по Дрюне будут всегда, он будет их делать. И еще другие зрители, подписывайтесь на канал на его. Классный парень вообще, такой мужик, настоящий мужик, настоящий. Нас, мужиков, таких русских мало осталось на этой земле, побросало по всей России. И вот собираемся, теперь кучкуемся, не можем найти всех остальных нормальных мужиков. Так что это самое. Как говорится, привет вам всем от Вельчанина, с Коми края. Так что давайте, пацаны, классно, супер. Андрюха вообще вот такой пацан. И вот мы так очередной вечерочек решили тут потихонечку Сыграть доминишечку. На интересно. Ну и у нас тут маленечко пивасика, водочка. Ну уже просто покушали, поэтому стало все убрали. Все, пацаны, всем привет. Вот такие вы. Вы у нас самые лучшие подписчики. Ни у кого таких подписчиков нету, как вы у нас. Ну, у Дрюни. Ну, заходите ко мне на канал, кому интересно, да. У меня тоже есть маленький такой. Ну, заходите. Пускай как-то. Называется «Так и живу. Рыбалка с Ивановичем 69». Заходите, подписывайтесь, кому будет интересно. Все, ребят, всем пока. Всех целую, всех обнял.
Ребятки, доброе утро. Утро начинается не с кофе, а с строя лодки. Приехала братва, короче, ребят, едут тоже на рыбалку. Наверное, кто в коме, тут многие знают пацанов, вот. А так, шикарные ребятки вообще. Здесь еще вот двое. Вот они. Самые главные блогеры. Вот они все. Вообще класс, ребят. Такая встреча очень приятна на самом деле. Минус 15 где-то, плюс-минус. Классно вообще. Пацаны приедут на рыбалку, мы домой. Скорее всего, сегодня. А может и не домой, да? А может и не домой. А может к пацанам приедем в гости. Ладно, все четко. Утро начинается. Чего-то посвежее, у меня уже уставший, нахуй. Ты типа не уставший. Знаю. Бандиты, бандиты. Да. Вот так же мы с Дрюней. Ребятки, спим, короче, в палатке. Слышу, Андрюха, не понимаю, что происходит. Прям вообще просто спим. Только вот расцветает, ребят, смотрите, какая красота за бортом. Пацаны, короче, свои. В общем, может, многие узнали, а может, многие не понимают, кто такие пацаны. Ребят, рекомендую перейти в описание и подписаться на пацанов, канал Трое Лодки. Душевные фильмы вообще. Знаете, кто вот хочет просто вот прям окунуться туда с музычкой, покайфовать, просто, знаете, побалдеть, вот я вам рекомендую, ребята. В общем, Игоряня ведет канал Трое Лодки. Пацаны вообще показывают крутые путешествия у нас по Коми, да и не только. Они часто куда-то выезжают, такие какие-то, Камчатка, не Камчатка. А вот, не суть, ребят, вы, короче, разбудили. Сегодня у нас мороз, что-то пятнашка давит, блин. Все, промерзло, капитально. В общем, такие дела, ребят. В общем, ссылку в описании оставлю, ребят. Обязательно перейдите и Игоряню напишите привет от Дрюни. Будет очень приятно, на самом деле. Красота. Я говорю, видимся только на льду. С нормальными мужиками только на льду, ребят. Ладно, будем просыпаться. Офигеть. Я вообще не проснулся, но будет. И я говорю, что за дела? Думаю, блин, не понял фига. Андрюха, вставай! Ладно, ну все, что, классно, поехали. Сегодня у нас, походу, будет день выезда. Мы решили на денек переобуться, чтобы пацаны отдыхали. Потому. Братулет, доброе утро. Доброе. Начинаем денечек, сборов. По тихой грусти, ребят, будем. Так, ребят, ну что, в общем, наверное, мы будем сегодня собираться. Хотя у нас есть время на сегодня, но мы что-то вчера с братульцом тут лежим, как бы, и думаю. Вот. Получается, суббота у нас крайний день, воскресенье домой. В субботу мы вот так бы сейчас проснулись, собрали бы все железы, все палатки, сделали ходки до машины, но это как минимум было бы уже вечер. Потому что, ребята, это не делается все так быстро, это делается, это очень долго. Плюс сборы, это надо все паковать, грузить, везти. Приехали мы ближе к ночи бы, вот, я там арендовал базу, домик пацанам, потому что разместить мне негде было, а гостиниц у нас особо нету, вот, квартира маленькая и 4 человека, вот это надо размещать, вот, и я решил там, дядька знакомый там есть, хороший, вот, у него база есть такая, и я там домик снял пацанам, и как бы есть баня, вот, потому что, пацаны же в гости ко мне приехали, надо делать все красиво, грамотно. Вот.
деньги это не считается, деньги это, ребята, зарабатываются. Вот, а вот времяпровождение нужно было организовать. И мы решили сегодня, ребят, собраться. Мы приедем в ночь, рано утром, неважно. Но мы заедем, и пацанов будет целые сутки отдохнуть. Помыться в бане, выспаться и уже с хорошими силами ехать домой. Потому что дорога-то дальняя еще пацанам ехать. Вот. Лариса Юрьевна там все организовывает, приготовит что-нибудь вкусненькое. Короче, нормально будет. Вот. Ну, короче, будем собираться, потому что жерлицы надо будет все выдалбливать. А это много времени займет. Ладно, чай, кофе, май, поехали. Поехали кататься. Обычно, наверное, я сразу спальничек соберу. Когда домой я начинаю сразу спальник, то бишь начинаю собирать вещи с самого начала. Так, суета, ребят, пошла. Парни проснулись. Все. Пацаны проезжали, говорит, 15 минут стоит. Ну да, ощущение такое прям холодное. Все промерзло. Все такое, все в инии. Вчера с Пашей щуку раскидали. Ну, проморозить ее, чтобы она ровная была. Как бы туда-сюда. Вот. Андрюха тут тоже щуку уже затарил, я смотрю. Вот контейнер набили. Нормально. Тоже хорошо. Вот. Ну все. Сейчас такой самый утренник, ребят. Сейчас очень-очень холодно. И надо немножко, так сказать, подождать. Потом начнем суетиться. Хотя бы, чтобы на градусов 5 подснизило. Потому что, блин, очень-очень холодно, на самом деле. Ну все, что, будем потихоньку собираться, что. Хорош. Хватит, нормально. Отдохнули, порыбачили. Отлично. Палатка по красоте, ребята. Не знаю, Башка потом скажет свое мнение. Мне очень понравилось. Гидродно вот это. Все четко зашло. Вот. Вообще ничего, мы не купались, ничего. Классно. Юбочка вот так на этих защелкивается. Можно его приподнять, если вот вода, допустим. Чтоб юбка не плавала на заклепочках. Не знаю. Потом подскажет, может ссылочку даст. Он где-то в Москве ее покупал. Вот. Там у нас мусор. Еще брикеты остались. В принципе. Будем яичницу жарить, ребят. С домашними яичками. Так, братва, доброе утро. 4. Бей тогда их сюда, да и все. Все, пошла жара. Давай, Иваныч, все бей. И сыр туда еще. Что, 3 не повезешь, да? Конечно. В общем, тут нормально, ребят, уже. Все хорошо. А это? Я всегда валу заказываю. Сполоснем чуть-чуть. Чаечек. Пацанчик там тебе привет передал. Сказал, что передайте ему, что он в танцах. Да. Даже Володя сказал, что он в танцах. Володька сказал, что ты в танцах. Да. Нормально где там пляж. Прикольно, кстати. Так что всем добрым утром, приятного аппетита. Сегодня тяжелый день намечается, я чувствую. Такой на эмоциях. Ну вывезем коляску. А что хлеб, брат, если У нас выхода нет. выхода по-любому нет. Поэтому вывезем.
В общем, завтрак туриста, ребят, как обычно. Иваныч еще откуда-то всю ночь, говорит, не спал. Мясо нажарил. Нормально. Давай, плотненько кушайте, плотно. Прям плотненько. Чайковский, туда-сюда не спешите. Потому что сейчас еще очень холодно. Надо подождать, чтобы хотя бы на пятерочку пониже было. Спасибо, братан. О, горбушечка еще. Кто будет что хлеб? На, есть пока. Не нужен хлеб? Надо ешь кусочек. Ешьте плотно. Такие дела. Так что ладно. Кушаем и потихоньку давай полетели. О, чаечек казахстанский, ребята. Самый лучший чай, я вам писать скажу. мои землячки. Все, мне молоко же еще. Мои землячки будут что писать, красавчик. Казахстанский чай. Казахстан рулит. Ну-ка по-казахстански что-то, братан, бахни. Я одни маты знаю только. Ну давай, мат, я понял. Не буду. Не будешь? Они обидятся. Да нет, что-нибудь бахнем, что. Ну как привет, ты знаешь же. Салам дарма. Здравствуйте. Ну салам, в принципе, все везде салам, что. Все салам. Андрюха. Я так. Энтип, салам. Я, знаешь, я так знаю, Энтип там это по коме, Андрей, чтобы ты понимал. Я так какие-то слова помню там отдельно. Все, поехали, ребят, работать. Сложная работка будет, ребят, убрать жарец, потому что промерзло все нафиг. Ночью был мороз капитальный. 15 точно было. Может даже больше. Потому что, блин, мы даже при пришём просыпались, немножко подкладывали. До этого такого не делали. Ну все, что, поехали. Пешня и все дела. Собираем, убираем. Так что такие дела. Братулец, ты готов превозмогать? Доля такая, да, рыбацкая? У нас выхода нет, да. Конечно. Забираем, ребят. Есть сработки какие-то там непонятные. Там 3-4 флажка стоит, что ли? Не, больше стоит. Больше, да? Утром стояло 3, а сейчас там еще сработало. Штук 6-7. 6-7, в общем, есть. Морозик немножко подспустило, да, попроще стало. Утром прям вообще было жесть. Сейчас солнышко, может, поднимется повыше. А, облачно, братан. Давай с этой начнем. Не, давай оттуда двинем сюда. Оттуда двинем? Носить, потом жаль, ближе было. А, ну давай. А то мы будем уходить сейчас, а потом таскать. Все не влезет. Там как раз загадочек проверим. Вот тут пошли проверим, тут где-то полная вымытка была. На озере рыбачки, ребята. Интересно. Или на этой, или на той. Ага. Все, поехали. Тут что-то, да. Полная вымытка. О, Подожди, братан, ты не спеши. щука есть. Да, конечно, есть. Куда и деться-то. Котлетная, скорее всего. Сидит, вымотала. Смотри, как замерзла. Да Жесть. что, я вон Андрюхе надал, блядь, замучился. А тут еще рыбу надо достать. Ладно, там под живца Да ладно, дырочка. ладно, что ты. Офигеть, Вот так я мучился офигеть. на Новый год в Твери. О, пробил. Сейчас, подожди, а то вдруг там на 6. Вот так, ребята, придется двигаться-то. Котлетная? Щука-то, кстати, неплохая. Котлетная же. Ну, котлетная, да. Да не, хорошая, братан. Да. Все, встала. Нормально. О, такая красотка. Все, забираем, оставляем ее. Работаем дальше, как говорится. Приветствую. Как улов? Потихонечку. Потихонечку? Никак? Ну, сегодня он 5G стоит. Да. Приветствую. Под морозе лучше
А вчера как? Вчера более-менее, вот первый день, когда заехали, что-то поклевало еще немножко. Надолго? Не, собираемся домой. Да. Знакомый? Не, точно не, Он вам махнул? точно не знакомый. Точно не знакомый. Ты Вот здесь вы живете, в Палачном городке? Да, с Твери, да, к Твери пацаны приехали. С откуда? Тверь. Сюда. Там Да. же места-то еще лучше, чем здесь. Там на фидер рыбачат, а здесь зима. Какие дела? Вот вам не лень сопли морозить. Можно с вами сфотографироваться, что провели беседу? Да, конечно, без проблем. Так. Правила поведения Дальше. на воде. Так, людей не замечали на снегоходах или на мотособаках? Дальше ездили, нет? Сегодня ребята заехали. Туда дальше. Да. Они, может быть, на ходам поехали. А так как бы нет Нет, никого. не особо. замечали там сетки? О, ездили нет. туда? красавица. О, Кили. Так. Может тоже с нами присветит. Конечно, братуля, ну-ка вставай-ка. Все. Отлично. Возьмите. Возьмем, да? Идите, да. На память. На память. Отлично. Братулец, возьми на память, в Москву повезешь. За поворотик съездим, посмотрим. Там точно никого нету. На льду там точно никого нет. Да. За 3 дня никого не было. Сетки снимать не было никого? Не было, точно не было никого. Значит, сеток может и нет. Там нет, там рыбач в основном здесь. Да? Надо открывать. Отпуск закончился, пора работать. Ну не знаю, прокатите, что посмотреть. Да особо-то и вот, ну, до этого-то и ездить невозможно было даже. Сами-то как ездите, нормально? А вот греется? Буксует, греется. Греется он, бля. Ага. У нас с водяным охлаждением. А, А, ну вот мы снимали вчера, да? Да. Ага, да. Греется, да? Чуть-чуть проехал, остановился. Летом тоже сюда приезжаете? Не, летом нет. А В основном сюда приезжаю. На троллинге. Нет, троллингом не любим. Да я сам с Визинги, как бы я местный, а ребята в гости приехали. Вот. Так что как-то так. Лед-то уж толстый, нет? Лед вообще нормально. Это же вода вот верхняя замерзла, это сейчас она. монолит достал. Ребятки, ну вот подъезжали непростые люди. То бишь МЧСник по технике безопасности на льду вот дал карточку и рыбохрана. Все нормально, по сеткам работают в основном, потому что местные сетки ставят. Вот. А так, жерлицы, как говорится, это такое. Ну, вот многие пишут, вот, куда там столько, что там, как. Ну, на удачу, ребята, нам фартануло. Там вообще ничего не поймали. Здесь это же труд, перестановка, работа. Вот сейчас он братулец в мороз, он ковыряет, жерлицами занимается. Какой труд. Да. Все равно, живец, 5-10, а сетку поставил, ушел. Так вот немножко местных напрягаю тоже. А местным тоже деваться некуда, ребят. Я тут понимаю, я сам деревенский, я знаю, что такое деревня. Рыбу надо половить, поймать на сезон, чтобы семью кормить. А так хорошо, что есть такие люди, и им респект большой. Да. Что все равно какой-то порядок ведется. Потому что если без этого, ну вообще будет бардак. Сейчас все равно немножко... Пойдем с работочки проверим все. Пойдем с работочки, братан, проверим. Короче, пока по сработкам, ребята, а потом будем собирать. Холостая, ребятки, холостая. Леска вся. Промерзл капитан. Сантиметров 5. Да, больше, наверное, даже. Офигеть. Вот нам с тобой сегодня поработать-то придется. Да, до темна буду снимать только. Так вот, хорошо, что сегодня поедем даже. Конечно. Будет все это правильно. Офигеть, просто как промерзл. Хорош. Зато тепло. Там рыба, блин. Толстый. Да? Вяло не раскручивает. Вот, причем нормально. Видишь, что творится? Ну, это мороз, брат. Да. Так мы сейчас можем, даже не на сработках которых будет, можем рыбу поймать там. Да, кстати, они могли не сработать. Да, она просто бьет. Зацепиться. У меня я судаков так снимал. О, килограммчик. Ну, что закрыли-то? А сейчас откроем, братан. Давай, достал. Подсовывай. Так хорошо открыл поначалу. Так улыбалась сначала, да? Улыбака. Я там замучился тоже вытаскивать. Операцию делать. Мороз такой себе. Мороз, да, братан. Такой себе. Удовольствие.
Такое удовольствие. Ну что, как-то так. Вот это свежее, ребята, вот это все он сработало. Возможно, можно было перенестись. Рыба, да? Но у нас там, говорю, пацаны подъехали. Вот здесь полная вымотка. Господа. Да ты чё, На, держи, будешь тащить. Я поработаю. Ребятам показать, что Ребята, вы меня так часто спрашиваете. Да. Кто тебя спрашивает? Ребят, Паша канал откроется, подпишитесь. Брат, если 1000 человек тебе подпишется, конкурс сделаешь? Да. Сразу? Конечно. Что будем? Поводочки разыграем? Да, даже 100 человек подпишется сделаю. Не-не-не. Давай, подожди. Короче, 1000 подпишется, сразу будешь конкурс хороший. И кто напишет, что Андрей не подписался. Прям отдельно буду таким делать конкурс. Давай. Ну, котлет тащу. Опять котлета? Да. Ну, братулец котлет наделает. Не, ну, такое. Килограмм. Да нормально, башка, ты че? Килограммчик. Да, побольше. Хороший. Все, смотри, сегодня хороший. Можно. Попадается. Сразу успокаиваю, ребят, не надо там как ее писать. Это же намного быстрее, удобнее. И вот она тоже заходит, усыпает, все, без мучений. Что-то такого я не вижу вообще, какого-то этого. После такого ударчика я бы снимаю. Ну да, если мне это в бороду залетело, я бы тоже думал, наверное, отошел маленько подспать. Вот кто-то открывает, да, рот, а кто-то сразу бас. Да. Смотри, кого попадешь, я заметил. Да. Защелкнул и все. Я так не умею доставать. Учись, брат, пока я живой. А самое круто, смотри, сегодня пока. Покрупнее, ребят, идем. Это где-то у нас 700, это 800-900, это уже кило 200-300. Такая. Глазомер, ребят, я показывал. Тоже писать не нужно. Что мелочь. Камера не показывает то, что на самом деле. Да. Ну как-то так. Так, прям дальше, ребята. Здесь щуку, кстати, ловили уже. Видите, кров. Кров на асфальте. О, братик, есть она. А, нет. Есть. Вон, видишь? А, понял. Ну мы такие, значит, все равно. Так, работаем. Блин, промерзла капитально вообще труба. Вот снега нету, видите, ребят. Ого, аккуратно. О, лед разгружается. Не перегрить. О, тихо. Хорош. Слушай, Андрюш, там тяжело одному. Ну ничего. Тут давай, работай. Хоть и леску, тут я хоть и леску подержу, там вдвоем проще все равно. Вот темная леска, ребят, нужна для этого. Не то, что она на льду, там для зрения, что-то еще. А чисто нужна для вот этого всего. Такая под килишку. Да? Кило даешь, да, брат? Кило, да. Походу долбить надо. Че? Да, на походу леска мерзла. Она вот он уже щука. Но только она в бок упирается, видишь? Леска промерзла, братан. Да. Ой, печальное дело. Давай. Где она? Ты мне скажи. Тихо, братуха. Ты мне скажи, где она? Вот она, вот здесь. Где? Вот тут. Все, давай. Я подальше возьму. Попробуй, держи. Перебьешь. Да? Да. Там вообще прям, братан, в краях. Ну, братан, что? Тихо, бьешь прям. Тихо. Нет? Щука бьется. Сейчас, подожди, братан, знаешь, что сделаю? Сейчас щуку достану. А потом делай, что хочешь. Ты эти багориком. Делай, что хочешь. Братан, намочишь рукава. Да что мне рукава? Вот так. Да. Понял. А давай теперь делай. Ага. Все, красавчик. Ну вот как-то так работает бригада. Все. Нормально, отлично. Блин, первый лед, конечно, это круто. Лед маленький. Вот так вот. Все, четко. На, братулет.
Так, еще 2 сработки. Ну, в принципе, нормальная, каждая сработка рыба. Тут тоже ловили мы. Вон, кровь на асфальте, как говорится. Но здесь, к сожалению, холостая. Хотя, может быть, промерзла, не знаю. Не, скорее всего, ничего не будет, ребята. О, Вон, видишь, как тянуло? ой, хрена себе. Да, вот как тянуло, смотри. Да смотри, что делает. Да. Отпускай ее пусть. Подожди, контент. Тут мы, видишь, свежие, они поменьше. Ну да. Аккуратно, братан. Хорошо. Поехали. Ну, разгрузили лед. Нормально, стандарт. Смотри, даже не вымотал нифига. Малая. Малая ты, малая. Такая 600 грамм. Так, мужики, последняя у нас на сегодня. Я так понимаю, что есть рыба. Да, возможно, натяг, смотри, хороший. Солнышко встает. Ну дай вертолет, я крайний. Не, брат. А, да, вон, смотри, что опять сделал. Опять крикнет, да? О. А, возможно, не это. Ну-ка, подожди, сейчас. Вот, тянет, понесли. Тянет, да? Эй. И дальше делает. Ну вот смотри, 5 сантиметров протаскивает, получается. Леску. Таскивает. Ну, с трудом тянет. Ну, не крупный, мне кажется. Ну, сейчас посмотрим, что. Какая разница, крупная, не крупная. Забрали уже. Слушай, уж растут. Я не может уйти она. Да, вот. Отдалбливаем. Вот здесь тоже половили. Походу не одну, братан, здесь поймали. Да. 2 карася лежит. Ну, рабочая. Рабочая. Умночка. Не, ну они крайне вот эти носы работали, мы когда Да. поставили. Да, вот здесь надо было начинать, по идее. Не, да, у нас вчера утром. Я вот сюда на расширение-то и хотел встать. Они вчера утром все стояли. Чисто из-за этого. За ветра. Знаешь, что мне еще нравится тут? Ни один карась не сдох. Вот именно от водоема, там замор, не замор. Братан, первый лед, еще вода насыщена кислородом, да, понимаешь? Сидит, и даже если не было, сработать на жирности. То есть нормальная экономика. Братулес, добрая душа. Ни один карась, ребята, не погиб. Все туда, в озеро. Выживет, будет бегать. Вот так вот. Так, ну что, у нас 7 штучек. В принципе, нормально. Это несмотря на то, что мы вчера уже обленились с этим ремонтом. Можно было переставлять туда-сюда, продвигаться лобу вдвойне, а то и втройне. Это все понимаем. Ну, тяжело. Не успеваем, время. День короткий. Андрюха там тоже, бедолага, работает. На снегоходе передвигается. Ну, почищает. Так, ребятки, что? Бургайс пошел рыбу отнести, жерлицы. О. Промерзло капитально. Вот морозик, ребят, животворящий. 15 и все, хорош. Уже этот лед уже никуда не денется. Здесь точно. Снега еще, зараза, нету. Охота уже тоже на технике подвигаться. Короче, а так красота, ребят. Смотрите, какая погода. Морозик, солнышко. Шикарно. Наконец-то зима. Почувствуем хоть зиму. Маломайски. Уже надоело, уже это, знаете, вот эти качели. Туда-сюда, туда-сюда. Что это там, блин, такое? Ладно, блин, делов много, конечно. Ну, парни поехали на избу. Конечно, намного проще. На избу приедут, протопят. Как бы все есть, уже нары, есть стол. А здесь вот все приходится вести.
Но я все равно, ребят, за кемпинг, так что приобретайте палатки по-любому. Обычно, ребята, вот так до грузика дотягиваю. Это говорю о том, что мало ли если перерубите, просто лишнюю резку срежете. Так хотя бы там потеряется немного. И погнали. А вот смотрите, как у нас за ночь все промерзло. Оттепель, конечно, хорошо. Ну и морозы такие тоже не страшно, когда есть снег. Здесь снега нету, с ветром задуло. Прям просто задуло. О, смотри, что. Офигеть. Каждую надо выдалбливать. Причем нехило. Где там уже водичка-то? Должна быть уже где-то рядом. Все. О, бродяга живой. Карася отпускаем. Пускай плодится. Не поленюсь. Опа. Все. Вот так обработали. Дома все сушить. Дома все сушить. Менять поводочки где-то. И готовить к следующим рыбалкам. Жалится. Вот так приготавливаю. Пашка забирает. Такие дела. Все, идем дальше. Фух, ребят, последнее. Последнее. Не сладко получилось. Ну, как-то так. Промерзли они великолепно, конечно. Не сладенько. Прорубил одну всего лишь. Всего лишь одну. Бедолага. Отмучился. Давай, дружище. Расти. Плодитесь. Может, карась будет здесь, в этом озере. Фух. Все, отмучился. О, аж рука заболела нафиг. Все, ребят. Отработали, забрали. Жалится. Нормально. За свою, ребята, рыбалку, карьеру, я имею в виду на ютубе, на блоге, никогда, ребят, ни одной снасти не оставил. Если края, конечно, там рвешь. А так нет у меня никакой позиции такой, знаете, там плювать. Ну, я буду до вечера долбить. Я отобью все равно. Как бы никогда ничего не оставлял. Ни снасти, ни что-то еще. Где-то там, если вещи я прячу, бывает, чтобы у нас был случай, когда мы вот семьей на глиссер не вышли на обратный путь. Походу рыбы много наловили. Я в лесу покидал вещи и уехал. На следующий день, ребята, я поехал забирать. Ну, как бы никогда я ничего не оставляю. Потому что, ну, тут как минимум, ребята, 1000 рублей жерлица, это раз. Но с другой стороны, как бы, как ни крути, к рыбалке отношусь я только так. Никогда. И стараюсь все, вот сейчас собирать все грамотно, красиво. Не наматывать, там, кидать в тачку. Да ладно, усталость. Стараюсь все делать по красоте. Такие дела. Так, занимаемся жерлицами. Уже дома. Все у нас после дождя пострадало, конечно. Ребятки, ну как-то так. Сейчас подсушим немножко возле печки. Чуть-чуть хотя бы. Ну, сегодня, говорю, целый день вот так будем. Сборы у нас. Печку сейчас затопим. И будет все ништяк, как говорится. Такие
Эти интересные. Ну, такие сборы, ребята. Все это остается за кадром, если честно, но это столько времени, столько нервов, потому что сейчас все уставшие, все на взводе маленько. И налим не клюет. Как-то так. Как-то так. Так, ребят, первая охотка. Пацанва поехала до машины. Мы тут пока потихоньку скидываем вещи. Вот. Снегоход, слава богу, едет. Это хорошо. Все. Что, мы погнали? Давай. Первая ходка пошла, ребят. Ну, а тут пока сортируем вещи. Жерлицы, что туда, рыбу сортируем. Вот. Что-то еще там подсыхает. По кухне тут немножко, контейнеры. Блин, что-то надо мыть. Ну, а вот такие пятна, ребят, такой мусор, это ничего страшного, как бы, понятное дело. Что-то от печки, зола, как бы, это караси, там хлеб, ну, угли. Это такой бытовуха, ребята, это не мусор. Мусор мы вот сейчас вам покажу, чтобы вы понимали, что за мусор всегда топлю. Мусор мы вывозим, ребята. За нами мусора много. Вот мешочки с мусором, пожалуйста. Это все будем возить. Но это что-то пищевое, не пищевое. Сейчас увидим, тут воронье налетит, карася, хлеб, вот это все съестся. Вот. И снежочком припорошит, и как будто бы ничего не бывало. Some work in progress, good things go slow. I'm no saint. I fall and you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in, and I guess I kinda like that. For the first time, you really got my back. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Lose them with you, lose them with you. Just feel like maybe I could lose them with.
Пошли. А, еще надо рыбу бросить на дно, наверное. Да? Давай, раскладушки. Чечня. Все продольно, подожди, фанера вот это еще. Шампура. Шампура. Молчит, по-любому на дно надо кидать. Кого? Вот это ты сейчас подъебал. Я даже вижу, как ты в лицо изменился, брат. А рыбку на. Еще фотка, правда, будет. Да? Да какая-то 3 мешка. Да, да. Так, ты смотри, все мягкое бросай, да? Да. Такое вот безопасное. Мягкое, сначала, да, сюда. Если, не дай бог, кто-то не бросишь, что раздавишь. Так. Вторая ходка, ребят, пошла. Потихоньку становится свободно. Но вещи не убавляются, да, Иваныч? Что-то их, я не знаю, ребят, их, они не убавляются вообще. Туда-сюда, туда-сюда. Водила, еще и рыбы столько, блин. Блин, там у пацанов тут 3 мешка рыбы. Офигеть. Ну ладно, они поперли. Потом еще ходка. Да, положим ее просто. Не надо. Стой, она высокая. Надо лежа ее кувыркать. Раз. Давай. Вот так. Ребятки, спасибо этому дому. Немножко потемнели местечко. Зала угли. Иваныч, все четко? Отлично. Все. Коми, брат. Коми край, брат. Андеграунд, брат. Все, до машины. Вон нагрузили рыбы, да? Что вы тут все, блин, просыпаетесь, что ли? Не можете, что не вывозите? Что там?
Все, ребят, полна коробочка. Закрыли мы прицепик, загрузили все, рыбка, все, по полочкам загрузили. Ну, видите, такая загрузка, потому что, ну, мне, допустим, первому разгружаться, и, соответственно, мои вещи сзади. Вот. Как-то так. Все. Братулец там чуть выше, потому что тут лужа большая. Не переехать было ее. Спасибо, Озерко. Второй раз я здесь в этом сезоне по перволетке. Возможно, я еще сюда приеду. Может, уже как-то попозже. Вот. Ну, а так уже морозы, ребят. Уже у себя подвигаюсь. Дай бог, снежок будет. На тофике будем двигаться уже. Рыбалить. Жилички. Уже как-то так. Потому что вот эти с машинами переезды, ну и нафиг. А тут, блин, Софика закидал и полетел. Все, твоя дорога, твой путь. Такие дела. Сейчас у нас что? Дорога домой, до моей деревни. Вот, надо в город еще заехать к Владимировичу. У нас проблемы с колесом и фара перегорела. И потом на базу отдыхать. Такие дела, так что не прощаемся. Давай, давай, Андрюх, ломай лед. Все нормально, прошел. Так. А что нет-то, пойдет. Сыктывкар, вот и Владимирович, налево, брат. Вот туда, к воротам заезжай, сейчас туда заедем. Пойдем Владимировича навестим, че, как он там жив, здоров. Ага, все, прибыли. Владимирович, открывай. Где дядька-то мой? Владимирович! Все, там. Опять нагрузил столько тачек, что труба. Ладно, ребятки, сейчас будем заезжать, лампочку менять. Ну и походу будем здесь спать. Правда сказать, Сыктывкар андеграунд, брат. Можешь сказать? Не, спасибо. До свидания. До свидания. Не, спасибо. Сыктывкар андеграунд, брат, не сказал, понял. Спасибо. Заказали пиццу, ребята. Вот. Все, будем кушать, короче. Туда-сюда. Лампочки починили, нормально все. Владимир, красавчик. Все сделали, отлично. Так, ребятки, что-то какая-то гостишка у нас вот нарисовывается. Вроде как договорились. Все дела. Будем сейчас размещаться здесь. Хотя, конечно, можно было и до дому. Ну, ладно уже. Будем здесь. Поехали, короче. Опа. Все. Короче, ребят, не знаю, что за гостишка. Первый раз. Ну ладно. Толчок. Толчок, братан. Братан, толчок. Чё? Ну конечно, конечно. Братва поймет. Сейчас пойдем разбираться, ребят, что за гостишка. А где ресепшн-то? Я спрашиваю. И проходит это здесь. Тут это какой-то сейф, я так понимаю. Там должен тут закрыто по-любому. Пошли на второй.
Рыбу. Вот гостиница 24 часа. А, ну все тогда что. Звонить надо. Ну, дергай руку, чтобы сказать. Не трудничай. Сейчас продавцу буду название делать. О, все. Братулец, ты где-то у меня? Братулец. Что-то орешь. Все нормально. Да, оформляйся, там по паспорту сказали сделать. Не, это 7-й номер, там братулец уже залез. Пятый, 6-й, 7-й, 8-й, 7-й. Мы здесь где-то. Кто такой? Братик. Нашел. Здорово были, брат. Ассаламу алейкум, брат. Бродяги такие залетели, со вонючие. Так, ребят, сейчас обзорчик немножко попозже покажем. Тут вроде как начальник, подписчик тоже, будем приветы передавать. О, шикарно, шикарно. Ладно, короче, сейчас пацаны оформятся. Чтобы вы понимали, я вот так залетаю. Сейчас пацаны. Тут только за наличку. У меня нет налички, блядь. У меня нету. есть, блядь, там 3500 минут. Что, налички опять? Да. Ёбаный. Что переводом нельзя? Нет. Как нельзя переводом? Не знаю. Нельзя перевода? Нет. Перевод. А? Перевод. Да потом снимемся. Переводом можно. Переводите. Что вы переводите? Я с этой, я еду, знаешь, с чем? С этой. Как ее называют-то, блядь? Кого? С кредиткой, мне нельзя с нее переводить. Давай я сейчас переведу, подожди. Переведи, я тебе приеду из дома. Так, доброе утро, друзья. За бортом минус 2 градуса, небольшой снежочек выпал. Мы едем домой, в сторону деревни. Выспались, помылись. Короче, путешествие продолжается. Суббота, 30 ноября. Вот и осень закончилась. Впереди зимушка, зима. Такие дела. Так, ребят, покормил пацанов, что, загрузили кабачками, овощами. Все как классно, нормально. Едем сейчас за традиционным пивом, там прощаемся. Едем. Юрина приехала. Подарочками обменялись. Ну, короче, не стал уже снимать, ребят. Так что едем. Ну все, что. Как-то так. Ирина, привет передавай. Привет. Нормально, нормально. Хорошая экспедиция получилась, самое четко все. Выезжаем. Ну что, друзья, все, можем поставить точку. Закончилась еще одна эпопея рыбацкая. В данном случае я принимал гостей, братульца с Москвы, ребята, Андрюха, Серега с Твери. Серьезное расстояние, так, в принципе, немало расстояние. Ребята проделали для меня. Приехать ко мне в гости, побывать у меня на коми-земле. Ну, получилось все, думаю, четко. Прощаемся с мужиками. Братулец до Москвы, а ребята до Твери. Как вы поняли, не стали мы оставаться еще на сутки. Хотя было все готово. База запланирована была. Ну, в гостинице мы, ребят, выспались, помылись. И парни решили топать домой, не терять сутки. Ну, я думаю, это и правильно. На мой взгляд, ребят, получилось все шикарно. Было все, в принципе, и непогода, и погода, и шикарные посиделки после рыбацкого трудового дня. Ну, в принципе, все вы сами видели, все есть на канале. Вам осуждать, вам оценивать. В общем, вы мой зритель, вам только, как говорится, дано это. А я буду делать дальше, ребят, пилить контент, снимать для вас и радовать новыми путешествиями, новыми поездками и так далее. Хотелось подытожить, ребят, и вот на этой ноте
вам сказать? Дружите, встречайтесь, выезжайте, ребята, потому что вот это не передать никак. Ни видео, ни словами, потому что здесь, ребята, здесь жизнь, здесь сила мужская, дружба, которую не передуть ничем. В общем, ребят, на этом мы заканчиваем. Спасибо, кто смотрел все серии, спасибо, кто комментирует, спасибо за ваши лайки, дизлайки. Обязательно подписывайтесь на канал, друзья. Очень мало подписок в плане аналитики. 60% смотрят без подписки. Мне очень было бы приятно, если люди бы подписались и делали новый настрой. Всех обнял.